Мало. А микрофоны будут работать? Не работает. Good evening. Добрый вечер. I'm very happy to be in your city. Я очень рада быть в вашем городе. This has been my first trip to Russia Это мой первый приезд в Россию and Moscow. и также в Москву. And now there are pictures of me in the Kremlin, the Red Square, Я уже сфотографировалась в Кремле, на Красной площади and every other place I've studied about in history books. и во всех местах, в которых я читал уже о Москве. Tonight we are going to touch the spiritual realms. Сегодня мы собираемся поговорить о духовном царстве. I am very excited to be here and talk about not only the chakras, Я очень рада быть здесь и говорить не только о чакрах, but the different ways that we can use them, но также и о разных способах, как мы можем их использовать, both to help make our everyday lives better, чтобы улучшить как нашу повседневную жизнь, but also to touch all the realms. но также и уметь прикасаться, общаться с разными мирами, с разными царствами, The different worlds above us с разными мирами выше нас and the different worlds under us. и с разными мирами под нами. Tonight we are going to concentrate on the chakras. Сегодня мы сосредоточимся на чакрах. I work with a chakra system with 12 chakras. Я работаю с системой чакр, состоящих из 12 основных чакр. We will be opening these up for ourselves И мы собираемся раскрывать их в себе. and also opening up our spiritual gifts, И также будем раскрывать наши духовные дары, our abilities to psychically see, нашу способность психического видения, hear, слышания, sense and feel, чувствования и ощущения. and travel the different dimensions. И также будем путешествовать в разные измерения. And tomorrow we will play in these И dimensions. завтра мы собираемся поиграть с этими разными измерениями. We will be visiting the different worlds in which the spirits live, Мы собираемся посетить разные миры, царства, где обитают духи, including those involving nature, включая связанных с природой, the different fairy realms, царства фей, the different planetary realms, различные царства разных планет. the different dimensions that exist within each of us, И также разные измерения, существующие внутри каждого из нас. and also the places of the masters, Также те места, где пребывают мастера, the angels, ангелы and the higher helpers. и наши помощники, наставники свыше. Please ask questions as we go. Пожалуйста, задавайте вопросы по мере семинара. I work intuitively as I'm teaching, Когда я обучаю, я работаю также с помощью интуиции. and so the questions help me know what you want to know, Поэтому вопросы помогают мне понять, что вы действительно хотите узнать. and they also open me for information, Ваши вопросы также открывают информацию во мне. so that I too learn as I teach. И таким образом, когда я обучаю, я также учусь сама. How many of you have studied the chakras? Кто из вас уже изучал чакры? Okay. Good. Well, then you're all ready to go tonight. Так что вы уже готовы непосредственно приступать к практике. I'm actually going to begin quickly Я собираюсь начать быстро, with a guided meditation непосредственно с медитации, to help each of us open and align our chakras. чтобы каждому из нас помочь раскрыть и выровнять наши чакры. And from there we will be using them for psychic information И после этого мы будем использовать их как для психической информации, as well as for healing. также и для целительства. This is funny. So please relax and take a few deep breaths. Пожалуйста, расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов. You may want to close your eyes. Может, вам захочется закрыть глаза.
We're just getting the sound to work. Настраиваем микрофон. You go everywhere. Раз, алло, алло. Как в большом зале. Hi. Is it okay? Раз, 1, 2, 3. Раз, 1, 1, 2, 3, раз, 2, 3, раз, 2, 3, раз, 2, 3, раз, 1, 2, 3. У меня нет такой, это вызывает. Эхо есть? Есть. Okay. Now take more deep breaths. Сейчас сделайте, пожалуйста, еще несколько глубоких вдохов. I invite you to close your eyes, Я приглашаю вас, предлагаю вам закрыть глаза, to concentrate for a moment on your feet, на какое-то время сосредоточиться на ваших стопах. feeling your connection between your feet and your own place in the earth. Почувствуйте вашу связь ваших стоп Feel also the top of your head с землей. Также почувствуйте макушку головы and that part of you that expands to the skies, и ту часть вас, которая простирается высоко в небо, all the way to the stars. до самых звезд. And then bring your focus back to your heart. После этого верните фокус внимания в себя, The words for breath and spirit в свое сердце, в свое дыхание. in Greek, Hebrew, and Latin В еврейском, are one and the same. на иврите и на латинском слова «дух» и «дыхание» имеют один и тот же корень. Every time you breathe in, Каждый раз, когда вы вдыхаете, you take in to you the greater spirit, вы принимаете в себя великий дух. and every time you exhale, И каждый раз, когда вы выдыхаете, you allow it to take from you вы позволяете ему брать от вас that which you are done with. то, что вам уже не нужно. Most spiritual traditions В большинстве духовных традиций consider the heart to be the center of the body, сердце считается центром тела, the place where spirit dwells. тем местом, где пребывает дух. In the center of your heart is your own spirit, В центре вашего сердца находится ваш собственный дух. the place in which you get to be completely yourself. То место, в котором вы можете быть полностью собой. We will begin our journey through the chakras here, И мы начнем наше путешествие по чакрам именно отсюда, breathing in and out through this heart space. вдыхая и выдыхая через это пространство сердца. From here, we are going to begin to journey downward. Отсюда мы собираемся начать путешествовать вниз. In fact, we are quickly going to slide down what seems like a column of light Мы собираемся быстро скользить через то, что можно было бы назвать колонна света, through your legs, через наши ноги, your feet, стопы, and into the place of you below your feet. и в то место, в ту часть вас, которая находится ниже стоп. This is the 10th chakra. Это 10-я чакра. This is the place through which we connect to the earth, Это то самое место, через которое мы связаны с Землей, to this planet, с этой планетой, to our с ancestors, нашими предками to all that came before us. и со всем, что было до нас. Through this place we can hear the stones speak, Через это место мы можем слышать, как говорят камни, telling us of all knowledge рассказывая нам and how to be on this plane. все знания, которыми они обладают, и как нам пребывать в нашем мире. Centered in this chakra, Как нам быть на этом уровне. give permission for the earth Сосредоточившись в центре этой чакры, дайте разрешение Земле to open открыть, and, if necessary, to heal this chakra. и если нужно, исцелить эту чакру. Through it we absorb all the elements Через нее мы впитываем все элементы and the nutrients that we need to и survive. все питательные вещества, которые необходимы нам для выживания. Anything that needs to be released А все, что нужно отпустить, is released. все это уходит.
Now we return back into the body, Сейчас мы возвращаемся в наше тело bringing this healed and healthy energy и приносим эту исцеленную, здоровую энергию from the 10th chakra up into the first chakra. из 10-й чакры вверх в нашу первую чакру. This energy center is located in the groin. Этот центр находится в промежности. It is our flame. Это источник нашего пламени. It's the place of our passion and life energy. То место, где хранится наш огонь жизненной энергии. Through here we are fueled Через него мы получаем топливо, питание, for health, здоровье, for physicality, физические способности. and to bring our spiritual passions into the universe. И мы также проявляем наши физические страсти в эту вселенную. In the center is a fire or a flame. В этом месте, в этой точке действительно находится огонь или пламя. Feel what happens as this flame ignites, Почувствуйте, что происходит, когда этот огонь зажигается, burns away impurities, как он сжигает все нечистоты and completely opens this chakra in a healthy, balanced way. и полностью очищает эту чакру здоровым и уравновешенным образом. We move upward now into the abdomen, Сейчас мы поднимаемся выше, в брюшную полость, into the second chakra, во вторую чакру, the place of feelings and creativity. в то место, которое связано с нашими чувствами и творчеством. It is here that the world becomes more colorful, Именно здесь мир раскрывается перед нами во всех красках, flavorful, во всех оттенках запахов, something to touch and experience. ароматов, во всем, что можно почувствовать, пощупать, ощутить, потрогать. The symbol within this chakra is water. Символом этой чакры является вода. And as you swim into the center, И вместе с тем, как вы вплываете в ее центр, allow this fluid or water of life позвольте этой жидкости, этой воде жизни to cleanse you, очищать вас, to enrich you, обогащать вас, to open up your intuitive knowing, раскрывать ваше интуитивное знание and to again bring you into a balanced state with your emotional self. и опять же приводить вас в уравновешенное состояние своего эмоционального «я». From this place of peace, Из этого места мира we ascend into the third chakra, мы возносимся вверх в третью чакру, into the solar plexus. в область солнечного сплетения. And in the center of this, В этом, you will find images в ее центре вы увидите образы of birds, птиц, of books, книг, of knowledge. знания. It is here that we think, Именно здесь мы думаем, that we know ourselves as mental beings, именно здесь мы осознаем себя ментальными существами, able to access any information способными получать доступ к любой информации throughout the universe, по всей Вселенной, known and unknown. известной и неизвестной. In here, accept what you know as truth, Именно здесь примите то, что вы знаете, является истиной. for it is that truth that heals this chakra Потому что именно эта истина исцеляет эту чакру and helps you know yourself as what you really are, и позволяет вам осознавать себя теми, кем вы действительно являетесь. a being of light, Сущностью света, a being of intelligence, существом разума, a successful being. успешным существом. We rise now again, returning to the heart, Сейчас мы снова поднимаемся вверх, возвращаемся в сердце, the center of love, в центр любви, the center of relationship. в центр взаимоотношений. Begin first in the very center of this chakra, Начните сначала с самого центра этой чакры, where you know yourself где вы знаете себя and your spirit. и свой дух. And now sense all the connections that you have И сейчас почувствуйте, осознайте все связи, которые у вас есть, in and through the visible world, даже с невидимым миром, with people, with friends, with animals, with beings, с людьми, с друзьями, с животными, с другими существами, but also into the invisible worlds, но также и с невидимым миром, those of spirit, с миром духов, those with helpers. где пребывают наши помощники. And here, if you choose И здесь, если вы выберете это, to recognize everything as only love, вы можете осознать сущность всего любовь. that is all that will come to you. И это все, что, как вы будете это осознавать. And your heart can be open,
При этом ваше сердце может быть открытым and safe. и в чувстве полной безопасности. We move upward into the throat, Сейчас мы поднимаемся вверх, в горловую чакру, the fifth chakra, в пятую чакру. the place of communication. Это точка, связанная с коммуникацией. Communication works two ways. Коммуникация действует в двух аспектах. We receive Двумя способами. Мы воспринимаем, and we share. и мы также отдаем, делимся. Sometimes when growing up, Иногда, когда мы вырастаем, we were communicated с нами общались with in such a way that was not healthy так, что это было нездорово для нас, or true. или не было для нас истинным. We now ask that that be healed, Сейчас мы просим о том, чтобы это такое общение исцелилось, that the lies of our past are erased, чтобы ложь нашего прошлого рассеялась, and we're able to be at one и чтобы мы стали способными with higher wisdom быть едиными с высшей мудростью and the guidance that we need. и с тем руководством, которое нам необходимо. Upward we go into the forehead. Мы снова перемещаемся вверх, в область лба. This is the sixth chakra, Это место, где находится шестая чакра. the place of vision, Это область видения, of seeing through the veils, область, с помощью которой мы можем видеть сквозь завесу. but also of manifesting. Но также это то место, через которое мы проявляем. It is here that we see what we want, Именно отсюда мы видим то, что мы хотим. and if we can accept that we deserve it, Если мы способны при этом принять, что мы заслуживаем это, we make it so. это воплощается в реальность. I ask here that our self-images, that our images of self, И здесь наши образы себя are brought into alignment выравниваются, so that we can see ourselves as we truly are, так, чтобы мы воспринимали себя такими, какие мы есть на самом деле. thus healing this chakra. Таким образом, исцеляя эту чакру. We go up another level Мы снова поднимаемся вверх, еще на один уровень, to the seventh chakra, в область седьмой чакры. the place of spirit, Это место духа, where we receive knowledge of our divine purpose где мы обретаем знание нашей божественной цели and of our spiritual selves. и нашего духовного «я». And here the divine heals our chakra, Именно здесь божественное исцеляет наши чакры. flooding our body with white, Оно заполняет наше тело с белым the light of purity. светом чистоты. We are now going to travel outside of our bodies. Сейчас мы собираемся путешествовать вне нашего тела. Just above the head is a small dark dot. Прямо над головой у нас находится маленькая черная точка. This is your eighth chakra. Это ваша восьмая чакра. Enter the center of it, Войдите в ее центр, and you find yourself in the middle of the universe. и вы обнаружите себя в центре Вселенной. This is the storage house Это хранилище of what's called the Akashic Records того, что называется записи Акаши and other energy bodies и других энергетических тел, that record everything that you've ever done, которые записывают и хранят информацию о всем, что мы когда-либо сделали, said, сказали, or been. кем мы были. It is through here that we carry our karma, Именно здесь мы несем с собой нашу карму, but also our dharma, но также и нашу дхарму, the knowledge that will set us free то знание, которое освобождает нас, to achieve what we came here to do. чтобы мы могли достичь то, ради чего мы сюда пришли. Later we will visit other planes and dimensions Позже мы посетим и другие through this place. царства измерения через эту точку. But now we ask only for the healing. Но сейчас мы просим лишь об исцелении. Take another breath Сделайте глубокий вдох and go up one more stage и поднимите еще на ступеньку выше, into what is called the ninth chakra, туда, что называется, the seat of the soul. где находится девятая чакра, It is above your head about an arm's length, предбежище вашей души. Оно находится выше нашего тела. and this is your soul body. Это тело нашей души. This holds the energies Оно несет в себе энергии and the knowledge и также знания, that you have gathered across time которые мы собирали in все время all your flights во всех своих полетах from lifetime to lifetime.
и перемещениях из одной жизни в другую. It is now time И сейчас настало время to ask for full healing просить о полном исцелении for your soul. своей души. For in its travels Потому что в своих путешествиях is experienced suffering она наверняка испытывала страдания, as well as gain. так же, как и достижения. And then finally begin to slip around your body. Наконец, начинайте соскальзывать вокруг вашего тела, Almost as if you're traveling in a circular motion around it. как будто вы двигаетесь по кругу, вокруг вашего тела, Coming to rest in your hands, и опускаетесь себе на ладони, which glow with the light of the 11th chakra. сияющий светом 11-й чакры. It is through this energy center Именно через этот энергетический центр that the mystics мистики and the leaders и лидеры have commanded forces, повелевают силами, both natural and supernatural. как силами природы, естественными силами, так и сверхъестественными And силами. I now ask that you allow И сейчас я прошу, чтобы вы позволили your own powers вашим собственным силам to open up, раскрыться, so that what you wish так, чтобы то, что вы хотите, is as if it is being commanded. совершалось, словно просто по вашему повелению. Still concentrating on your hands. По-прежнему сосредотачивая внимание на ладонях. Feel around you one more chakra. Почувствуйте вокруг себя еще одну чакру. It is called the 12th chakra. Она называется 12-я чакра. It is a clear energy body. Это чистое тело энергии. It surrounds you, Оно окружает вас. and just on the outside of it И прямо с внешней стороны его are the spiritual energies and planes. находится духовная энергия и духовные царства. When fully developed, Когда оно полностью развито, this chakra brings you into mastery, именно эта чакра приводит вас к мастерству, the state of fulfillment к состоянию исполненности, that you are trying to achieve которое вы стараетесь достичь while in human form. в человеческой форме. Through this chakra, С помощью этой чакры all that is imperfect все, что несовершенно, is made perfect. превращается в совершенное. So we now ask that wisdom, Поэтому сейчас мы просим, чтобы мудрость, divine wisdom, божественная мудрость, be brought in through this energy center была принесена нам через этот энергетический центр into every other aspect of your being, в каждый аспект вашей сущности. so you can know yourself Так, чтобы вы знали себя, as having gained wisdom осознавали себя обретшими мудрость, and now not in need of the pain or suffering. и что вам больше не нужно боль и страдания. From your hands, return to your hearts. Из ваших рук возвращайте внимание в ваше сердце, Breathe deeply дышите глубоко and feel that column of light и почувствуйте эту колонну света, that goes straight up and down through you. которая проходит прямо через вас, вверх и вниз. Now allow that column of light to expand in every direction around you, Сейчас позвольте этой колонне света расширяться outside, through your skin, во всех направлениях, into the auric field around you. через ваше тело, через вашу кожу, во всех направлениях вокруг вас, ваше поле ауры. It is in this light Именно в этом свете that you will now continue through this evening вы будете продолжать заниматься сегодня вечером in process of awakening в процессе пробуждения, and completely knowing and understanding полного понимания и знания your powers and your abilities. своих сил и своих способностей. Take a couple deep breaths Сделайте несколько глубоких вдохов. and open your eyes again when you're ready. Когда будете готовы, открывайте, пожалуйста, глаза. You have now opened your chakras.
сейчас вы только что открыли ваши чакры. One of the reasons I like working with chakras, Одна из причин, почему мне нравится работать с чакрами, both for healing как и для исцеления and for manifesting, и для проявления, is that they are like superhuman organs. потому что чакры — это как сверхчеловеческие органы. Chakras are unique, Чакры, они уникальны and that they are able to convert concrete energy, и обладают способностью трансформировать, the stuff that our bodies are made out of, превращать конкретную физическую энергию, the table, то, из чего сделаны наши тела, стол, the water, вода, into invisible energies, в невидимые энергии, the stuff of our thoughts из которых состоят наши мысли, and of other worlds and dimensions. и также энергия других миров и измерений. Everything is made out of energy. Все состоит из энергии. Science is now proving Сейчас ученые доказывают, that energy itself is made out of information что сама энергия состоит из информации, that tells something what to do. информации, указывающей чему-то, что именно должно происходить. If I have a cancer tumor, Если у меня раковая опухоль, it's because there's information in that tumor and around it то одна из причин в том, что в этой опухоли вокруг нее that's telling it to be a tumor. существует информация, которая указывает на то, что это должна быть именно опухоль. That tumor can also remain in my body Другая причина, по которой опухоль остается в теле, because there's a vibration потому что существуют вибрации or set of vibrations or set of frequencies или набор различных вибраций, that keep it there. которые сохраняют ее там. Energy, therefore, is just information that moves. Другими словами, энергия — это просто форма движения информации. If you want to change anything in your life, Если вы хотите изменить все, что угодно в вашей жизни, you either change the information то вам надо поменять либо информацию, or you change the vibration. либо вибрации. Now, we try to do this all the time. Мы пытаемся делать это постоянно. We try to do it by thinking new thoughts Мы стараемся мыслить по-другому, or by trying new habits or activities. стараемся вырабатывать себе новые привычки, новые виды деятельности осваивать. But we can be much more effective Но мы можем быть гораздо более эффективны, if we work through the chakras, если будем делать это с помощью чакр. because they're able, like I said, to change concrete or sensory information energy, Потому что, как я уже сказала, они способны менять физическую информацию, ощутимую информацию, which moves slower than the speed of light, двигающуюся со скоростью меньше скорости света, into psychic or spiritual energy психическую или духовную энергию, that moves faster than the speed of light. имеющую скорость больше скорости света. When I went to school, Когда я училась в школе, I was told that nothing could go faster than the speed of light. мне там говорили, что ничто не способно двигаться быстрее скорости света. But about 6 years ago, Но где-то 6 лет назад scientists were actually able to make light move faster than the speed of light. ученым удалось заставить свет двигаться быстрее скорости They света. had this big test chamber, У них была испытательная камера большая. and they said the light entered so fast, И когда они рассказывали об этом эксперименте, они описывали его так. it escaped before it went in. Свет двигался так быстро, что вышел из камеры еще раньше, чем зашел в нее. Chakras are able to do that. Чакры способны на это. They can get rid of problems before we even get them. Они могут помочь нам избавляться от проблем еще до того, как они проявились. Through a chakra, we can take a tumor С помощью чакры мы можем взять опухоль or a life issue like poverty, или какую-то жизненную проблему, например, бедность. and we can send it into the invisible. И мы можем направить ее в мир невидимого. We can also take an idea Мы также можем взять какую-то идею of what we want or how we want life to be того, что мы хотим или какой мы хотим, чтобы наша жизнь была, and make it concrete. и воплотить ее в конкретную реальность. Each chakra also has within it У каждой чакры внутри есть также a different psychic or spiritual ability. различные духовные или психические способности. And when we open these, И когда мы раскрываем их, we can see through the world.
Мы можем видеть сквозь мир. We can hear what other people aren't hearing. Мы можем слышать то, что другие люди не слышат. We can open to the guides and the guidance. Мы можем открыться к наставникам и к наставлениям. We can get help from beyond Мы ourselves. можем получать помощь свыше. And we can attract what we want. Также мы можем притягивать то, что хотим. The chakras basically go up and down through the spine. В основном чакры проходят вдоль позвоночника, вверх и вниз. They run the inside of you. И там они как раз регулируют то, что находится внутри нас. Each chakra is paired with an auric field Каждая чакра окружена полем ауры, that runs the outside of you. связана с полем ауры, который управляет тем, что находится вокруг нас. We need the auric field to be healthy Нам важно, чтобы поле ауры было здоровым, so that we can tell the world how to treat us. так, чтобы мы сами могли подсказывать миру, как с нами обращаться, And we can attract what we и want. чтобы мы могли притягивать то, что хотим. Right. Let me show you an example. Я хочу привести вам пример. Oh, with a wet rag. Can I have a volunteer? Мне нужен доброволец. He's up here. You can go next. Вы будете следующий. Come on up if you would. Пожалуйста. Hi, what's your name? Как вас зовут? What is it? My name is Arkady. All right, Arkady. Yes. All right. Would you mind standing like this? Встаньте, пожалуйста, так. Are you familiar with applied kinesiology? Вы знакомы с прикладной кинезиологией? Okay, that's good. That's fine. Это хорошо. This is a muscle testing technique. Это называется мышечный тест. The idea is that if he's happy and healthy, Идея которого в том, что если он здоров и счастлив, he can hold out his arm. он способен держать свою руку I can try to get it down, так крепко, что and it will remain strong. если я буду пытаться ее опустить, она будет оставаться в положении If something compromises his system, it's not good for him. силы. Если что-то будет противоречить его системе, He'll lose his muscle strength. то сила мышц ослабляется. So we can learn all kinds of secrets about Поэтому you. таким образом можно узнать о вас все секреты. All right, if you'd stand a little bit in front. And is it okay if we use that arm? Можно эту руку? Okay, then hold it out firm. Держите ее, вытяните в сторону и держите очень крепко. I want you to first just say your name. Сначала я хочу, чтобы вы просто назвали свое имя. Arkady. He's telling the truth. Видите, он говорит правду. All right, I want you now to say, I am Vladimir. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, я Владимир. He's not. Видите, он не Владимир. You can rest for a minute. Можете отдохнуть. I did this once on a woman Однажды я делал это с женщиной, whose name was Linda. которую звали Линда. And her arm was strong when I said, your name is Linda. И когда я сказала ее имя, вас зовут Линда, ее рука держалась очень крепко. But it was also strong when I said, your name is George, Но когда я сказала, вас зовут Джордж, ее рука была тоже очень крепкой. which is a male name. Это, в принципе, мужское имя. It was her husband's name. Однако это было имя ее мужа. So I'm careful now to use different names. Поэтому я уже осторожнее использую имена. Okay. All right. I'm going to have you hold your arm out just one more Снова time. держите, пожалуйста, руку. And I'm going to have you think of something that makes you happy. Я хочу, чтобы вы подумали о чем-то, что приносит вам счастье. You don't have to tell us what it is. И что делает вас счастливым, не обязательно рассказывать нам, что Okay? это именно. Now I'll pull. Хорошо? All right. It makes him very happy. Видите, это очень большой источник So счастья. it's probably good he didn't tell us what it Поэтому, is. скорее всего, хорошо, что он нам не для него хорошо, что он нам не рассказал его, не раскрыл. Now think of a time you were upset. Сейчас подумайте о том времени, когда вы были раздражены, огорчены. Yeah. It started to go down before I even touched Вообще it. рука начала опускаться, еще Okay. я до нее не Rest коснулась. your hand for. Let's get you happy again. Теперь давайте снова сделаем вас счастливым. Okay. All right. Хорошо. Rest for a minute. Just rest your Отдохните, hand. All пожалуйста. right. Now you do not look at the board. Теперь вы Alright. не смотрите на доску, пожалуйста, You look at the board. а вы смотрите на доску. Make sure people can see. Okay? Хорошо? So I want you just to look at the board. That's all any of you need to do. Вы, кто смотрит, просто смотрите на доску. Okay, hold your arm out. Держите руку, пожалуйста. Okay? And it's strong. Рука сильная. All right, rest for a minute. Отдохните минутку.
Hold your arm out again. Снова вытяните руку, Firm. пожалуйста. Okay. And it's way down. Видите, Okay. как Rest for a рука слабая. second. Отдохните, пожалуйста. We're going to erase this. Все это мы сейчас сотрем. Everything's energy. Все есть энергия. He had no sensory idea, no mental idea what was on the board. Ни сенсорно, ни ментально он не воспринимал, что было But he was нарисовано reading your energy. на доске, но он считывал вашу энергию. The first time there was a happy face. Сначала я нарисовала там The улыбающийся second лицо, time a sad face. а второй раз грустное лицо. I have done this exercise Я делал упражнение это with 100 people. с сотней разных людей. I passed out slips of paper Я раздала им кусочки бумаги, with 100 happy faces, на котором было нарисовано 100 улыбающихся лиц. and the person up front was happy. И человек был счастлив. I passed them out with 99 happy faces Потом я раздала 99 and one sad face, счастливых лиц и одно грустное лицо. and the person's arm went down. И тогда рука человека опустилась. We are that open and vulnerable Настолько мы ранимы и открыты друг to другу. what it is we think and feel, К тому, что мы чувствуем, что мы and what others think and feel думаем, и к тому, что другие думают и ощущают. can be even stronger. Это может быть даже еще сильнее. I believe that at least 80% Я верю, что как минимум 80% of most of our issues and problems большинство наших проблем come from what we're sensing outside of ourselves. приходят к нам от того, что мы ощущаем извне. It comes in psychically through our chakras. Эта информация психически проникает в наши чакры. Our brain does not know, Наш мозг еще не знает, but our body does. но наше тело уже осознает ее. And so tonight, Поэтому сегодня we're going to finish working or opening these chakras мы собираемся поработать с чакрами, чтобы открыть их in a way that you get to attract only the good or happy information так, чтобы они и мы принимали только хорошую информацию, делавшую нас счастливыми, and keep out the rest. и отражали все остальное. Can I demonstrate one more thing with you? Можно еще продемонстрировать? Okay, all right. Now, psychically, I often read people's chakras. Я часто считываю чакры людей психически. We all have some chakras that are stronger than others, И, как правило, у человека всегда есть чакры более сильные, чем and this is a good thing. какие-то чакры более сильные. Это нормально. We will explore the different gifts in each chakra Это хорошо. Мы расскажем, исследуем разные дары, связанные с каждой чакрой. because we need stronger gifts, И так как нам важно, чтобы наши дары проявлялись, certain gifts to be strong, определенные дары проявлялись как следует, in order to achieve our spiritual purpose. это важно нам, чтобы достигать своей духовной цели. Often these chakras, however, aren't very strong. Однако часто эти чакры недостаточно сильны. They are so open they get damaged. Они слишком открыты и поэтому повреждаются. And that can cause different kinds of physical, Это может вызывать различные физические, emotional, эмоциональные, mental, ментальные and spiritual и issues. духовные проблемы. Is it okay if I do just a brief chakra reading on you? Вы не возражаете, если я считаю ваши чакры? Okay, all right. My sense when I just psychically look at what's going on Когда я психически смотрю на то, что происходит, я ощущаю, is that you're very, very smart, что вы очень умный, сообразительный, intellectual, интеллектуальный and человек. have a strong third chakra. У вас сильная третья чакра. There's many other important chakras. Есть множество и других важных чакр. I would sense you're very devoted to the spiritual path. Я чувствую, что вы очень преданы духовному пути. First of all, he's here. Ну, прежде всего, он здесь, и это и так понятно. But he also has a really open seventh chakra, which is the spiritual chakra. Но я вижу, что у него также очень открыта седьмая чакра, духовная чакра. I would guess also that he likes the outdoors, the outside, the environment, nature. Я полагаю, что вам также нравится и вы хорошо себя чувствуете с природой, Because he has a strong 10th chakra. потому что у вас сильная 10-я чакра. However, when I look at those main chakras, Однако, когда я смотрю на эти главные чакры, I have a sense that the most issues sit in the third.
я вижу, что большинство вопросов и проблем находятся именно в третьей, which, as many of you know and we will explore, которую многие из вас уже знают, и мы рассмотрим ее подробнее. is the center of beliefs. Она является центром убеждений. All right. So I'm going to have you hold your hand out again. Сейчас, пожалуйста, снова держите руку. Now there are two sides to the chakras. У каждой чакры есть две стороны. The front side regulates everyday life and conscious reality. Фронтальная сторона регулирует повседневную жизнь и сознательную реальность. The back side, the unconscious and the soul. Тыльная сторона связана с подсознанием и с душой. So I'm just going to test what's going on in the front side. Я собираюсь протестировать, что происходит just as he is. Спереди. Okay, hold your arm firm. У него таким, какой он есть. It's fairly strong. Довольно сильна. All right, so his mind works well. Так что его сознательный ум работает хорошо. But I'm going to test out the back side. Сейчас я проверю тыльную сторону. Yeah, there it goes. Видите сами. So he has some belief systems. Так что у него есть некоторые убеждения, that he's carried into this reality. которые он принес с собой в эту реальность. That are working against, not for him. Работающие против него. There are only two main beliefs. Существует только два основных убеждения. All negative problems will come back to one of these two. И все наши проблемы, негативные ситуации связаны с одной из двух. There's I am love. И эти два убеждения таковы. Первое. Meaning you are made of love. Я есть любовь. Это значит, что я состою из любви. Or I am separate. Или я отделен. Okay. So I'm going to have you just think I am separate. Сейчас я хочу, чтобы вы подумали об этом, что я отделен. And that's the weakest he's been. Вы видите самое слабое положение. Now breathe in the thought of I am love. Сейчас вдохните в себя эту мысль. Я есть Hold любовь. your arm. And he's strong. Видите, какой сильный. I'm going to just test the back of this. I'm actually going to send energy in here. Сейчас я собираюсь протестировать тыльную сторону и направлю туда энергию. Okay. All right. Hold firm. Держите крепко. And it's strong. Видите. Okay. Thank you. Спасибо. Thanks. All right. So I just wanted to show a little demonstration Я хотела вам показать маленькую демонстрацию. About how exposed we are, how vulnerable we are. Насколько на самом деле мы открыты и ранимы. But how easy it is to make changes. И при этом также, как легко можно производить изменения. I'd like to do one more Я demonstration. хочу провести еще одну демонстрацию. Does anybody have more of a physical issue? Если у кого-то вопрос или проблема связана с физическим миром конкретным. No? Do you? Come on up, if you're okay. Если не выбираете. Hi. Hi. What is it that bothers you? Что вас беспокоит? У меня проблемы здесь. Ну, с грудью проблемы. Okay, okay. Is it like a cancer or? Серьезно? Какое-то заболевание? Ну, не знаю, я не знаю. Okay, so we have something going on with her breasts, which is the fourth chakra. У нее что-то с грудью, и это связано с четвертой чакрой. So when I'm working with any kind of issue or problem, Когда я работаю с любым вопросом, с любой проблемой, I find it easiest to both diagnose для меня я обнаружила, что легче и диагностировать, and look for solutions и искать решения in the chakra closest to the problem. в той чакре, которая ближе всего находится к тому It's very месту, easy to be a healer где находится проблема. Так что, видите, целителем быть очень просто. because everything is close to a chakra. Потому что все находится рядом с какой-то чакрой. Okay, if you wouldn't mind coming over here. Now, one thing that complicates situations Одно, что усложняет ситуацию. is that sometimes the problem could start in one energy center Бывает так, что проблема начинается в одном энергетическом центре, and you'll get the effects or problems somewhere else. а ее проявления затем появляются в другом месте. All right? So, I'm going to just do a little more of the applied kinesiology. Just hold your hand Я firm. продолжу использовать мышечный тест. And then if you would say your name. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Okay, hold firm. Держите крепко. Okay, it's a little weak already. Видите, уже немного рука слаба. Okay, say your name again. Еще раз скажите, пожалуйста, ваше имя. Галя.
Okay. Yes, now she got it right. Хорошо, теперь правильно. And then if you would like to say, I am Katya. Теперь скажите, я Катя. Я Катя. She's not. Ну, видите, она не Okay. Катя. Okay. Hold firm. Держите Alright. крепко. All right. Now, I intuitively work with all three gifts, Интуитивно я работаю с тремя дарами. which you will be doing by the end of the night. К вечеру вы сами будете это делать. They're visual, Это визуальные дары, verbal, вербальные and kinesthetic. и кинестетические. There are 10 kinesthetic gifts. Существует 10 кинестетических даров. They all involve though feeling and sensing. Они все связаны с Right. чувством, с ощущением. So kinesthetically, I feel a deep pain in here, loss, sadness. Кинестетически я чувствую здесь глубокую боль. I also get a sense of some I don't know, ribs. I think there's some ribs Печаль. И я также чувствую какие-то, that are not aligned. что проблема в So you ребрах. have some mechanical issues, I would guess, Так что я полагаю, что есть какие-то нарушения which can twist the muscles. в мышцах или в суставах. And then a vertebrae, at least one vertebrae, but one right here По that's крайней out. мере, в одном позвонке. Okay. All right. Now, let's just test the health of that fourth chakra for you. Сначала для вас мы просто проверим область So I want you to think of the breast problem. груди. Итак, когда вы думаете о проблеме в груди, Okay. All right. And it greatly weakens her. вы видите, You can это rest for a сильно ее second. ослабляет. Any time we have a what I call a blown out or a injured chakra, Каждый раз, когда наша чакра как бы взорвана или повреждена, the chakras on the other side have to overwork. сдута, то наружные чакры перегружаются, а And so then it's hard for the body to repair itself. соседние чакры перегружаются, и для тела становится трудно Okay. восстанавливаться. All right. Now, simply with intention, Просто с помощью намерения I'm just going to ask her guides, her helpers, я хочу попросить ее наставников и to помощников send her the energy she needs to have this chakra healed, направить ей ту энергию, которая ей необходима, чтобы эта чакра исцелилась. and therefore the issue healed. И благодаря этому исцелилась, разрешилась ее проблема и вопрос. Now, the energy first changes, Энергия меняется. and the body, because it has to biochemically Сначала меняется энергия, and mechanically rearrange, а тело требует химической can перестройки. take longer. Поэтому исцеление самого тела может занять Okay. дольше. And see, I get information while I'm doing this. В процессе, когда я делаю это, я получаю информацию. So I hear that it's something that happened at age 4. Я слышу, что это что-то, что произошло в возрасте 4 лет. And it's nice to pinpoint an age or a time. Важно узнавать возраст и время. Because then you're really healing the issue from that time forward. Потому что тогда вы по-настоящему можете исцелить эту проблему с того момента и Okay. дальше. Okay, how are you feeling right now, if any? Как вы чувствуете себя прямо сейчас? Заметили вы Да, изменения? у меня вибрация, я не знаю, на градусы. I feel vibration. I don't know. It's Yeah. something Yeah. happening. Yeah, I'm mainly sending. Go ahead. I'm sorry. Говорите громко. У меня вибрация, говорю, идет, и в груди чувствую вибрацию, вообще чувствую, и радость. She feels vibration and joy everywhere, especially in the breast area. Joy is good. Радость это хорошо. And all I'm really doing in terms of the information part of this Что касается информационного аспекта, все, что я делаю, is sending her the message you are loved. я направляю ей послание, что ты любима. And then I'm asking her guides to send the right frequency or vibration in. Затем я прошу ее наставников направить в нее самые лучшие подходящие для нее вибрации необходимой частоты, To heal her physically as well as every other way. чтобы исцелить ее как физически, так и в других отношениях. And I personally I get really hot when I'm working, Мне лично становится жарко, когда я это делаю. and I can feel vibration. Я тоже чувствую вибрации. Okay. The other way I like to end a session, since we're not going to
do this for a long time. Мы не собираемся делать это долго, поэтому, как я обычно заканчиваю, And you can do this for yourselves too. вы можете тоже это делать. Is I just ask that her guidance continue the healing, Я просто прошу, чтобы ее наставники продолжили процесс even when I'm исцеления, done working. даже когда я закончила. Okay, let's test you a little bit. Теперь Let's just давайте test вас you. немного Take a протестируем. couple deep breaths. Сделайте несколько глубоких Think вдохов. again of your chest. Подумайте о вашей области груди. She's much stronger. There's still a little weakness. Она гораздо сильнее, хотя есть небольшая Hold again. слабость. Держите снова. Yeah, but it's much, much stronger. Но уже гораздо сильнее. Thank you. Спасибо большое. I'm not doing anything special Я не делаю при этом ничего особенного. or different than any of you can do. Не делаю ничего другого, что каждый из вас может делать. You can do healing or manifesting Вы можете творить исцеление, либо проявление for yourself or other people, для себя или для других людей. just knowing you can change the information Просто зная, осознавая, что вы способны менять информацию, or the vibration. либо вибрации. Right. Any questions so far? Есть ли вопросы до сих пор? А если в этой болезни была какая-то причина, какой-то урок, который человек должен был вынести, что происходит при исцелении с ним? What if this problem or issue contains some lesson which person was supposed to learn? Then what happens to that? That's a good question. Это хороший вопрос. What happens, unfortunately, is that the problem is like a shell, like an oyster shell. К сожалению, происходит так, что проблема становится как оболочка, And the lesson is like the pearl inside. а урок, который человек должен изучить, это как жемчужина, которая находится внутри. But because of fear Но из-за страха or shame, или стыда we don't open up the shell. мы боимся раскрыть эту скорлупу. We actually keep the problem Поэтому, по сути, мы сами держим проблему изолированной. and can't get the lesson or the spiritual learning. И мы не позволяем себе проникнуть внутрь и извлечь этот урок. So when you get rid of the shell, when you get rid of the problem, Поэтому, как стоит избавиться от оболочки, это значит, вы избавляетесь от проблемы. the lesson opens up and comes forward. Тогда урок проявляется сам, и он становится очевидным, явным. Usually after a healing, Обычно после исцеления people tell me люди рассказывают мне, that they go through a lot of body shifts, что у них происходит множество изменений в теле. sometimes a lot of emotions, Иногда выходит много эмоций, because the emotions stay stuck потому что эмоции при этом застревают. at the age we got the problem. Эмоции застревают именно в том возрасте, когда у нас возникает эта проблема. Emotions are passion energy that needs to run through the Эмоции — body. это энергия страсти, которая нуждается в том, чтобы свободно проходить в теле. So once the emotions are finished, Поэтому, когда эмоции уходят, then the correct belief, the truth, то именно тогда истина, comes into the person's mind. вот это, так сказать, правильное убеждение, оно проявляется в уме человека. Does that make sense? Понимаете? Okay, good. Хорошо. Yes. Просить наших наставников достаточно в уме или нужно обязательно произносить это все в силу? When we ask our guides and helpers, should we do it just in mind? Is it enough to, or should we pronounce it? The mind is fine. Достаточно просить в уме. I work just as much on the telephone with people, Я точно так же работаю с людьми по телефону doing healing work. и провожу сеансы целительства. Psychic energy or mind energy Психическая энергия, энергия ума, is just as loud as talking energy. она такая же громкая, как и наша речь. And healing done even 1,000 miles away И то целительство, которое происходит is just as effective. даже на расстоянии 1000 километров, That's because of the nature of psychic но energy. тем не менее эффективно, чем в присутствии человека. Это такова природа психической энергии. Physical or sensory energy Физическая или сенсорная энергия is limited to this time and this space. ограничена этим временем и пространством. Psychic energy Психическая энергия, can go across past, present, future она может проникать куда угодно, в прошлое, настоящее, будущее, in any в direction любом направлении, without limits. без всяких ограничений. There are several studies, Существует несколько исследований, of which I'll share one, из которых я расскажу об одном, in which 5 or 6 very intuitive people
5 или 6 людей с очень развитой интуицией. were brought into one room and the door was locked. Их поместили в одной комнате, закрыли дверь. In another room, there was a tape recorder В другой комнате был магнитофон, with a brand new tape that had never been played в которую поместили совершенно новую ленту, or recorded on. кассету, на которой еще никогда ничего не записывали. Together, the psychic people thought of a song И вот эти экстрасенсы, люди с развитыми способностями, подумали об одной песне, that they knew in common. которую все они знали. And later, this tape И позже played the song. эта песня оказалась на кассете. Isn't that neat? Any other questions? Есть ли еще вопросы? А можно ли исцелять без ведома больного? Будем говорить так. Can we heal without client knowing? Sometimes yes, sometimes no. Иногда да, иногда нет. Usually, I like to get an adult's permission, Обычно мне необходимо разрешение взрослых, verbal permission to do a healing. вербальное разрешение взрослых людей, прежде чем я их исцеляю. There's a different rule with plants, animals, and children. Что касается детей, животных и растений, там правила другие. That you have a right to intervene. Но важно получить право вмешиваться. Now, clear, distinct differences Ясные различия, are if somebody's in a coma, как бы явные примеры, которые можно привести, это когда человек находится в коме, or they have like a brain injury, или у него поврежден мозг, or they're unable to make a decision. либо он не способен как бы разумно принимать решения. There are times, however, Однако существует такое время, where I feel like I've gotten permission to heal somebody else. бывают такие случаи, когда я чувствую в себе, To heal somebody without asking permission. когда я лечу кого-то, исцеляю, не получив его разрешения. What I do is ask my spirit, Тогда что я делаю? Я спрашиваю свой дух, connect with their spirit. прошу его соединиться с их духом. I give the healing energy to their spirit or higher self. И я направляю целительную энергию именно их духу или их высшему я. And then their higher self can make the changes. И тогда уже их высшее я производит перемены. And so sometimes there's phenomenal healing with that. И иногда даже в таких случаях бывает чудесное исцеление. Yeah. I had 2 situations with older people, У меня было 2 случая с пожилыми людьми. both near death. Оба они уже были около смерти. One woman had a heart problem. У одной женщины была проблема с сердцем. One of her arteries was 90% blocked. Одна из ее артерий была на 95% блокирована. She couldn't talk. Она не могла говорить. So I asked healing from my spirit to her spirit. Поэтому я попросила разрешения от своего духа к ее духа. And within a day she grew a new artery. И буквально за день у нее выросла новая артерия. Another gentleman I knew about was close to death. Другой пожилой человек, который уже должен был умереть. And I was asked to heal him by his friends. Его друзья попросили меня исцелить его. And it was almost like a force field threw me back. Just a force field, a hand shoved me back. Как какую-то силу, как рука, которая меня отталкивала. And said, don't work on him. И которая говорила мне, не работай с ним. So one of the reasons I stress intuition Одна из причин, почему я подчеркиваю важность интуиции and different forms of intuition и разные виды интуиции, is that often your intuition will tell you if you can do something именно or в том, not. что часто именно интуиция подсказывает нам, как лучше поступать. Any last question, and then we're going to work on our intuition. Пожалуйста, еще последний вопрос, и затем мы поработаем со своей интуицией. Okay? Yes, ma'am. Может быть, это не по теме, но меня интересует, потому что мне очень надо, знает ли она в Америке Дорин Вирту. Я извиняюсь, что если не по теме. Дорин Вирчи, много книг сейчас в России напечатано. «Земные ангелы», в частности. Она тоже биоэнерготерапевт. I know Doreen. Знаете, она Yes, I тоже... have met her several times. Встречалась с ней несколько раз.
Doreen works with angels. Она работает с ангелами. Tomorrow we're going to do quite a bit with angels and masters. Завтра мы собираемся как следует поработать с ангелами и с мастерами. Because it's very helpful to have them come in to help. Потому что это очень помогает, когда мы приглашаем их участвовать в процессе и помогать нам. Okay. Now, one more. Yes. Последний вопрос. Мне не очень понятно, а почему высшее я этой женщины, которая там изменилась осу, почему оно само это не произвело с этой женщиной? Почему необходимо было, нужно ваше вмешательство, чтобы это произошло? I don't understand why this higher self of that lady couldn't by itself take care of that lady. Why you should have to ask about it? Because often our own so-called lower selves Потому что очень часто наше так называемое низшее я don't want to change. не хочет меняться. There's 3 parts to the self. Есть 3 части нашего я. According to the Hawaiian Kahuna tradition. В соответствии с традицией кахунов на Гавайях. They say that there's a lower self, which is our physical self. Они говорят, что есть наше низшее я, это наше физическое я. There's a middle self, which is like our mental self. Есть наше среднее я, это наше ментальное я. And a higher self, which they say is next to God. И наше высшее я, которое они говорят, находится рядом с Богом. Our problems and issues Наши проблемы are most frequently carried in the lower self. чаще всего находятся именно в нашем низшем я. The lower self is programmed by the soul. Однако низшее я программируется душой, Which, I guess you'd say, downloads or uploads которая загружает его, our issues and negative beliefs загружает в наше низшее я наши вопросы, проблемы и убеждения, into the subconscious. подсознание. So the subconscious, which runs this lower self, И по сути подсознание уже непосредственно управляет нашим нижним я. typically believes that it is separate from kind of God's spirit Типичные такие убеждения, вызывающие проблемы, это то, что мы отделены от нашего высшего я или от Бога, as well as our own spirit or higher self. так же как от собственного высшего я, от собственного духа. And so, you know, this higher self can try to talk to the lower self or communicate with it. И при желании, если мы попросим об этом, высшее я может But these negative beliefs often create a lot of fear поговорить с низшим я. and, more importantly, shame. Однако эти негативные убеждения часто вызывают у нас страх, и что еще хуже, чувство стыда. Shame is an energy that tells us there's something wrong with us. Чувство стыд – это энергия, которая говорит нам, что с нами что-то не так. Our higher self is always trying to heal our issues Однако наше высшее я всегда and always trying to communicate. старается исцелять наши But the проблемы. lower self is very scared of that Всегда self старается общаться с низшим я, но низшее я, как правило, боится этого. because of the shame. Именно из-за чувства стыда. It doesn't feel perfect enough or good enough. Она чувствует себя недостаточно хорошей, недостаточно достойной, недостаточно совершенной. It's a little bit like this. Можно сравнить это так. Let's say as a teenager I was a very loving, vibrant, healthy person. Допустим, когда я была подростком, я была очень любящим, очень жизнерадостным человеком. And at 20 I do something really bad. А в 20 лет я сделала что-то очень нехорошее. I kill somebody or hurt somebody. Убила кого-то или причинила кому-то вред. I don't want to remember what I was like when I was innocent and sweet. После этого вряд ли мне захочется вспоминать, какой я была до того. I'll feel even worse or more guilty. Невинной, сияющей, жизнерадостной. Потому что, скорее всего, от этого я буду чувствовать себя еще более виноватой. Yeah, that innocent self is like the higher self. В этом примере вот это наше невинное я, когда я была подростком, это и есть наше высшее я. And our lower self is the one who feels bad. А наше низшее я как раз то, которое чувствует себя плохо. And so when new energy, different energy from somebody else И когда новая энергия, другая энергия от кого-то со стороны comes in through the higher self, приходит высшее я человека, it can get in a different way.
дальше она уже может действовать по-другому. It's a different frequency. Разными другими способами, потому что она обладает другой частотой. And so sometimes that higher self can use it to get through. И иногда это именно то, что нужно высшему Я, чтобы достучаться до нашего низшего Я. That makes sense to people? Это имеет смысл. Yeah. A lot of spiritual teachers Многие духовные учителя say that fear is the opposite of love. говорят, что страх — это противоположность любви. I think it's shame. Я бы сказала, что чувство стыда — это противоположность любви. Usually we have to go to a place where we have this embarrassment or shame. Обычно нам нужно попасть в то место, где у нас как раз находится это вот смущение, этот стыд. Fear surrounds the shame. Страх окружает затем этот стыд. It's like a boundary or a wall. Страх — это как стенка, как границы, Trying to keep us from going in to see what we're so embarrassed about. который не позволяет нам проникать внутрь и увидеть, чего именно мы так смущены, чего именно мы так стыдимся. Okay, all right. What I'd like to do is go through the three main spiritual gifts. Сейчас я хочу, чтобы мы рассмотрели 3 главных духовных дара. Do some exercises to wake them up in each of us. И сделали упражнения, чтобы пробудить их в каждом из нас. And have us work on each other some too. И чтобы вы поработали друг с другом. Through this process, С помощью этого процесса I'll be talking a little bit more about each of the 12 major chakras. я буду еще немного рассказывать о каждой из 12 основных чакр. But not in order. Но не последовательно, не по порядку. We'll put them in order later. Позже мы их разложим по порядку. And I know it's really hot in here. Я знаю, что здесь довольно жарко. So please, as you need to open windows Поэтому, or пожалуйста, если нужно открыть окна, можете. stretch or use the bathroom, please do that. Если кому надо выйти, куда-то сходить, пожалуйста. Okay. How many of you get pictures in your head? У кого достаточно успешно получается вызывать образы у себя в голове? Some of you do. Картинки. How many of you want to get pictures or more pictures in your А head? кто хочет лучше развить эту способность? Good. Good. It's the easiest way to work with the chakras. Легче всего это сделать с помощью чакр. So I wanted to make sure we did some work with this tonight. Поэтому я постараюсь проследить, чтобы мы сегодня поработали в этом плане. Because it helps with problem solving on an everyday basis. Потому что эта способность помогает нам решать проблемы, повседневные проблемы. With meditating. Легче становится With медитировать, healing. исцеляться, исцелять And manifesting. и проявлять. The main organ for visioning Главный орган, связанный с видением, is the 6th chakra. 6-я чакра. It's right here. It's called the third eye. Она находится в области лба, называется 3-й глаз. There's a mechanic to the way that psychic visioning works. И существует некое техническое объяснение, как работает психическое видение. I don't draw, by the way. Кстати, я вам должна признаться, что я не художник. So I will explain each picture as we go. Поэтому я буду объяснять каждую картинку по мере. This is the front of the body. This is the back. Допустим, справа будет у нас передняя часть тела, а слева тыльная сторона. And this is a representation of the 6th chakra or the third eye. А в кругу вы видите образ 6-й чакры или 3-го глаза. The third eye works through the pituitary gland. 3-й глаз работает с помощью гипофиз. Each chakra is housed in a certain gland. Через гипофиз. Каждая чакра связана с определенной железой. There are 3 parts to the pituitary gland, so 3 parts to getting a psychic vision. Гипофиз состоит из 3 частей, и эти 3 части все они важны для способности видения. And structurally, there actually are 3 parts to the pituitary. И структурно наш гипофиз действительно состоит из 3 частей. The back side of the pituitary Тыльная сторона гипофиза receives different frequencies. впитывает, воспринимает различные вибрации, различные частоты вибраций. Each of which represent potentials, possibilities, Каждый из которых представляет определенный потенциал, возможность,
and everything that's going on in the psychic realms И все другое, что происходит в психическом царстве, across time. В любое время. So no matter what, whether we're seeing any psychic pictures or not, Поэтому неважно, видим ли мы психические образы, картинки или нет, we're always receiving them through the back side of this chakra. мы всегда воспринимаем их тыльной стороной шестой чакры. So what's going to come through? Итак, что будет проходить? That depends on the programming in the middle of the pituitary gland. Что из этого будет проходить через шестую чакру? Это зависит от программ, которые находятся в центральной части. This is like a mirror. Эта часть подобна зеркалу. It's programmed by our self-image. Она программируется нашим собственным образом самих себя, собственным представлением о себе. So if we don't like ourselves, Если мы себе не нравимся, we're only going to pick up on the information то мы будем фильтровать, выбирать только те составляющие информации, that tells us we shouldn't like ourselves. которые подтверждают, что мы не должны себе нравиться. If we don't think we deserve money, Если нам кажется, что мы не заслуживаем деньги, we'll only pick up on the information тогда мы будем воспринимать только ту информацию, that's kind of closed to money-making potential. которая будет закреплять нашу неспособность проявлять потенциал в плане денег. Most people who don't get any images Большинство людей, которые не видят никаких образов, никаких картинок, have past life blocks. у них стоят блоки с прошлых жизней. Or they grew up in families Либо они выросли в таких семьях, that would have like told them they were weird if they saw pictures. в которых их считали странными, когда они описывали свои образы и картинки. I saw visions and pictures when I was a child all the time. Когда я была ребенком, я постоянно видела образы, картинки. I saw colors, auric fields, ghosts, Цвета, видела поля ауры, видела привидений, духов. and my family thought I was crazy. В семье все думали, что я сумасшедшая. A lot of kids close that off at that point. И многие дети именно из-за этого в такой период жизни закрывают эти способности. My abilities didn't stop until I was 12. Мои способности не прекращались до 12 лет. But I was fortunate they started to open up again when I was 20. Но мне повезло, что в 20 лет они снова начали We can раскрываться. all get the psychic images. Так что каждый из нас может принимать психические образы. We just have to get these clouds out of the way. Главное рассеять эти облака. All right. So we've got all these energies coming in. Итак, все эти энергии входят сзади. Here we have a mirror, Здесь у нас зеркало. and we see the images in our head. И мы видим какие-то образы у себя в голове. We might get colors, Это могут быть цвета, symbols, символы. like movies, Могут быть даже двигающиеся образы, single pictures. как кино, либо единичные картинки. A lot of times I get words. Я часто вижу также You слова. can actually just read words as well. Можно также читать слова. So what you decide, what you see, Итак, когда вы определяете, решаете, что then вы gets projected outward видите, выбираете что-то из этого. Затем это начинает проецироваться вперед, to create or manifest your для reality. того, чтобы творить или проявлять вашу реальность. So vision isn't just about getting psychic pictures. Так что видение состоит не только в том, чтобы It's about establishing futures принимать какие-то психические образы. that you then walk into. Оно также касается проявления будущего, которое желательно для нас. Science is proving Ученые доказывают, that what you see что то, что мы видим, is what can become. это то, что может стать реальностью. That the observer Что наблюдатель affects the experiment. сам также влияет на We эксперимент. all have these millions of possibilities coming through us. У каждого из нас есть миллион различных возможностей, проходящих через нас. What gets created А то, что проявляется, то, что сотворяется, is what's focused on. это то, на чем мы сосредотачиваемся. If our subconscious in here is creating something we don't want, Если наше подсознание вмешивается при этом that's what's going to get created. и
там содержится то, чего мы не хотим, то именно это и будет сотворено. So we want to clear out this space. Так что нам лучше очистить это пространство. Then you can get the pictures Тогда будут образы. and project them forward and create what you want with them. Мы увидим те образы, которые хотим, и мы сможем проецировать их вперед для проявления. Okay, any questions on how this structure works? Есть ли вопросы по тому, как работает эта структура? Okay, all right, good. What I'd like to do is another guided meditation. Сейчас я хочу провести еще одну медитацию. And have each of us go through this process of the opening and the clearing. Чтобы каждый из нас прошел через этот процесс открытия, очищения. And then we're going to start practicing with our vision. Затем мы начнем практиковать наше видение. Why don't you stand up and stretch first? It's Сначала hot. я предлагаю вам встать, размяться, все-таки жарко. Okay, we can do this either standing up or sitting down. Это можно делать как стоя, так и сидя. Let's stand up. Давайте сделаем стоя. Okay. Take a couple deep breaths, Сделайте несколько глубоких вдохов. and you will want to close your eyes for this. Для этого лучше закрыть глаза. And I want you to bring your focus to your forehead, Я хочу, чтобы вы сосредоточились в области лба, slightly up from between the eyes. собственного лба, немного выше In the center в области между is your глаз. pituitary gland. Там в центре головы находится гипофиз. I'm going to count backwards from 3. Я буду считать в обратном порядке When I say 0, с 3, и когда я скажу 0, you will be in the center of the pituitary gland. ваше внимание будет в самом центре гипофиза. 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0. 0. You're in the middle. Вы в самом центре. Now first notice if it's light or dark. Сначала заметьте, как там, светло или темно. If it's dark, I want you to imagine Если там темно, я хочу, чтобы вы представили, that there's a light switch что там есть and you turn on the light. выключатель света, и вы включаете свет. So now everyone has light, just plain light in the middle of this center. И теперь у каждого в самом этом центре есть свет. Look forward and see a big mirror. Просто белый свет. Посмотрите вперед и увидите большое зеркало. I want you to take a look in this mirror Я хочу, чтобы вы посмотрели в это зеркало and see how you currently perceive yourself. и заметили, как вы в настоящее время воспринимаете себя. Subconsciously, underneath your mind, Подсознательно, how do you look at yourself? за порогом своего ума, как вы воспринимаете себя. Now I want you to interact with this self in the mirror. Сейчас я хочу, чтобы вы пообщались с этим своим «я» в зеркале. Ask this self Попросите это ваше «я», how he or she feels about themselves. спросите его или ее, как они себя чувствуют в отношении себя. Why do they look that way? Почему они выглядят именно так? Ask that mirror self Спросите ваше зеркальное «я», if this is the true self. действительно ли это истинное «я»? Is this the self you and it really are? Действительно ли это то, кем вы являетесь на самом деле? And if not, Если нет, you can just simply ask that being in the mirror, вы можете просто попросить это существо в зеркале, the mirror self, ваше зеркальное «я», transforms into the true image, трансформироваться в истинный образ, into the truth of who you are. в ваше истинное «я». Now take a look at yourself. Сейчас посмотрите на себя. What is this self capable of being? Каким способно быть это ваше «я»? What is this self capable of doing?
На что способна, это ваше «я». If you let yourself be the being you see in the mirror, Если вы позволите себе быть тем существом, которое вы видите в зеркале, who would you be? кем бы вы были тогда? What would you be like? Какими вы были бы? What would you be able to do? На что вы были бы способны? Reach forward. Обратитесь вперед, Hold hands with this self, with this true self. возьмитесь за руки And if you want to, с вашим истинным «я», и если хотите, you can pull it into you. вы можете потянуть его к себе. Merge with who you really are. Соединитесь, слейтесь в одно целое с тем, кто вы есть на самом деле. Breathe this self in. Вдохните свое «я» в себя. Let him and her go all the way down through your body, through your feet. И позвольте ему или ей полностью проникнуть и раствориться в вашем теле до самых стоп. Stretch through your heart, arms, head to the skies. Потянитесь всем вашим телом, ногами, руками прямо в небо. And now look back at the mirror. И теперь вновь посмотрите в зеркало. I want you now to think of a question, any question that's important to you. Сейчас я хочу, чтобы вы подумали о каком-либо вопросе, любом вопросе, который может быть важен для вас. All the answers are streaming into your chakras. И почувствуйте, как все ответы потоком устремляются в ваши чакры сзади. And the answer now appears in the mirror before you. И правильный ответ, тот ответ, который вам необходим, появляется сейчас прямо перед вами в зеркале. Just accept whatever image or picture goes on the mirror. Просто примите тот образ или картинку, который появляется в экране, The trick to being a good visioner в зеркале. Секрет в том, чтобы иметь хорошую способность видения, is to ask questions. в том, чтобы задавать вопросы. If you have a question about what you're seeing, ask it. Если у вас есть вопрос о том, что вы видите в зеркале, And yet another спросите, image will appear. задайте его, тогда появится другой образ. If you still want more clarification, Если вы хотите еще большего прояснения, ask another question. задайте еще вопрос. And if you want more information, Если вы хотите больше информации, you can ask another question or even for words to appear. вы можете задать еще вопрос или даже попросить, чтобы он появился в словах. Now, decide on a solution to your question or problem. Теперь решите сами, выберите решение вашего вопроса или проблемы. See the solution on the mirror Увидьте это решение в зеркале and point the mirror forward through the front of your body. и теперь разверните зеркало, отражающее поверхность вперед. That solution is now entering reality Теперь это решение входит в реальность and shaping the future that is to come. и формирует будущее, которое проявится. Set the mirror aside. Put it aside. Теперь отложите, пожалуйста, зеркало в сторону. And take a couple more deep breaths. Сделайте несколько глубоких вдохов. And just now feel what it's like to be who you really are. И прямо сейчас ощутите, почувствуйте, каково это быть тем, кто вы есть на самом деле. With a completely intact vision. С ясным, четким видением. Take a couple more deep breaths. Сделайте еще несколько глубоких вдохов. And now center yourself more in your heart. Теперь больше сосредоточьте себя в сердце. Breathing your way back to this concrete reality, this room, this space, С помощью дыхания возвращайтесь в эту реальность, and opening your physical eyes when ready. в эту комнату, в это пространство. И когда будете готовы, можете открывать глаза.
You might want to sit down. Садитесь, когда готовы. All right, how many of you saw pictures? Кто из вас видел картинки, образы? I'll say most you did. Ma'am. Я видела Будду. I saw Buddha. Oh, well, you are Buddha. Может быть, Ничего не могу сделать. и есть Будда. We don't make this up. Мы ведь не придумаем все это. I use a lot of vision in my work. Я в своей работе использую много способностей видения. And I have learned to trust what I see. Я научилась доверять тому, что я вижу. Because I know my brain or mind wouldn't come up with it. Потому что я всегда знаю, что мой ум, мой мозг не способен выдумать все это So сам. we honor you as Buddha. Поэтому мы с удовольствием будем почитать вас как Будду. How about anybody else? Как у остальных? Very good. Very good. Back here. У меня не получилось развернуть зеркало вперед. I didn't succeed to turn the mirror around. All right. Did you see pictures and images in the mirror? Вам удалось увидеть там образы, картинки? Yes, yeah. You may need to put more on the mirror. Возможно, вам надо будет еще что-то поместить в зеркало. This was a very short exercise. Это было очень короткое упражнение. So you may want to return sometime to meditation. Поэтому, скорее всего, вам надо будет вернуться когда-нибудь в медитации. And see if there are more visions before you put them forward. И посмотреть, что еще надо, какие еще картинки, образы надо поместить в зеркало перед тем, как его развернуть. Now, a lot of people, when they're opening their third eye, Многие люди, когда они открывают свой третий глаз, can get what's called a third eye headache. Получают то, что называется боль третьего I don't know if глаза. any of you are experiencing. It's like a little tightness up here. Головная боль третьего глаза. Я не знаю, чувствовали это, некоторое чувство напряжения. That's just the expansion against the cranium bones. Это всего лишь расширение черепа в этом месте. Deep breathing helps. В таком случае помогает глубокое дыхание, Walking прогулки на свежем воздухе. and dark chocolate. Еще черный шоколад. It actually does. Cocoa is a cure. Cocoa. Cocoa. Кока-кола тоже помогает. Cocoa. Yeah, not Coke, not the drug. Я не имею в виду наркотик, кокаин. Because real cocoa, like 80% cocoa, grounds you. Какао, извините. Потому что... Yeah. I don't know what he's saying. Это Кока-кола. Oh, no, not Coca-Cola. Потому что шоколад, в котором есть 85% какао, он помогает заземляться. Yeah, and opens this up. Oh, she's got chocolate. She may have to pass it around. Если хотите, можете раздать шоколад. Yes, over here. Я хочу спросить, а действительно ли то, что возникает картинка, это не может быть фантазией, это действительно как... Это не фантазия, не моя личная фантазия. Is it really so that the images and pictures that appear cannot be just my fantasies? Yes, let me tell you the difference between fantasy and a vision. Я хочу пояснить вам разницу между фантазиями и видением. Ну, можно я как бы расскажу про картинку, которую я видела? She wants to describe pictures that she saw. Oh, good, and then I'll tell this. Хорошо. Потому я засомневалась. Первоначальное зеркало как бы отразило какую-то, будем говорить, ну, как старуху, старую какую-то, старую женщину, страшную. First, I saw in the mirror the image of an old lady, a skillful lady. Когда я спросила, истинная ли это мое я увидела дельфина. When I asked, is it my real self, then I saw a dolphin there. That's probably true. Скорее всего, это правда. Yeah, the dolphin would be a way that your spirit Тогда дельфин, скорее всего, это тот способ, каким ваш дух
can best describe your true nature. может лучше всего описать или представить вашу истинную природу. I think if we were to see ourselves out of human form, Я думаю, если бы мы увидели себя не в человеческой форме, it would be, we couldn't understand it. В какой-то другой форме, кроме человеческой, мы вряд ли бы это поняли. So our spirit and our brain together Поэтому наш дух в сотрудничестве с мозгом create anthropomorphic or human images, создает понятные для человека образы, earthly images, земные образы, to explain something spiritual. чтобы объяснять нам что-то, представлять нам что-то духовное. Dolphins represent second chakra, Дельфины символизируют вторую чакру. feelings, creativity, Чувство, творчество, play, love, игривость, любовь, friendliness. дружелюбие. They are very psychic. Они очень психически развиты. They work with sonic energy, so sound. Они как раз очень активно используют звук. And they heal people's emotional issues. И способны воспринимать, чувствительны к эмоциям людей. And so that probably represents a lot of your true nature. Исцеляют эмоциональные проблемы людей, так что, скорее всего, это близко отражает вашу духовную природу. And I'm frequently asked, how do you tell between made-up fantasy Меня часто об этом спрашивают, как различить между фантазиями, которые мы сами выдумываем, and a true vision? и истинным видением. You cannot change a vision. Видение невозможно изменить. When a vision comes, you cannot manipulate it. Когда видение приходит, вы не можете им сманипулировать. You can't change it or move it around. Вы не сможете его как-то изменить, там, менять. Fantasies are like movies that you are making. А фантазии — это как кино, которое мы сами создаем. If you don't like what you see, Если нам не нравится то, что мы видим, if you don't like what you're wearing, если вам не нравится то, что вы там носите, if you don't like what's что happening, вы одеты, что происходит, you rearrange it in your вы mind, можете and сами it в своем уме changes. менять это, и это будет меняться. Yeah. But for instance, seeing self as Buddha or a dolphin, Вот, к примеру, увидеть себя в образе Будды или дельфина. the surprise shows you didn't Даже тот факт, что вы так удивлены, manipulate that. говорит о том, что вряд ли вы это сами выдумали. Any other questions or comments? Есть ли еще вопросы или комментарии? Right here. У меня ничего не получилось. I didn't succeed. Okay, did you get any images at all? У вас были ли вообще какие-то образы? Вообще никаких. Probably you have a past life block. Скорее всего, у вас блок из прошлой жизни. All right? We'll work on that. Мы можем поработать с We're этим. going to do some past life work during this time. Мы на семинаре поработаем с прошлыми жизнями. Yeah, and actually, in the next exercise, I will have somebody start helping you with that too. И во время следующего упражнения я прослежу, чтобы If кто-то помог вам. you really see absolutely nothing, it's because the soul Если вы вообще ничего не видите, причина в душе. was probably really hurt Причина в том, что душа либо была причина or сильно killed боль, либо вас когда-либо убили, or even cursed. или даже прокляли. And so it's too scared to open up the gift now. И в таком случае для человека слишком страшно открывать в себе такое. Did anybody else have that happen? У кого-то еще было такое? A couple of you. Yeah, that's pretty common, to Это be довольно, honest. честно говоря, это довольно распространенное Yeah. явление. Yeah, it's why now in the next exercise you may still get some senses or visions for your partner. I'll have you partner up. You may still get pictures for somebody else. В следующем упражнении вы тоже сможете увидеть какие-то образы или картинки. So we'll ask if you get them for other people, just not yourself later. И мы позже узнаем, получили ли вы их от себя или от других людей. Okay. Any other questions or comments? Есть еще вопросы или комментарии? А если изображение появляется с трудом или размытое, что это значит? What if image comes with difficulty or it is not clear? You know, that again is probably either early childhood or past life issues. Скорее всего, со временем станет лучше. Yes. Да, я хотела спросить, как мне реагировать. Я увидела черный квадрат, и в нем еще черный квадрат и так далее. Очень много черных квадратов.
How should I react to my image? I saw black square inside another black square inside another. Okay, first. Потом по этим черным квадратам ко мне вышла я сама, но я ее не видела, это было энергетическое. And then from those squares appeared myself, but I couldn't see it. I could only sense it. Feel. Okay, she saw black squares within black squares. Она видела черные квадраты в черных квадратах. And then her true self came through, but she couldn't see it. Потом появилась ее истинное я, но она ее не видела. I am most studied in the shamanic tradition. Я в основном изучала различные шаманские традиции, where shapes have meaning. в которых формы что-то символизируют. So you were getting vision. Так что очевидно у вас было видение. Squares usually appear Обычно квадраты появляются as containers for a part of ourselves. как вместилища наших частей самих себя. We call that like where there's a recessed or a hidden self. Мы называем это нашими скрытыми я. So the true self is probably hidden within a number of layers. Так что возможно, что ваше истинное я скрыто за многочисленными слоями, which you sensed the true self but couldn't see it yet. через которые вы чувствуете свое истинное я, но еще не можете его увидеть. So we need to peel away those layers. Поэтому эти слои, их важно. Quite frequently, people's hidden gifts, when somebody has had to hide their abilities, their gifts, or their feelings, Убрать. Часто у людей бывают скрытые дары. you can find them in the body or outside of the body in black squares. И их можно как раз находить, замечать в теле в виде таких черных квадратиков. Yes. Скажите, а вот обязательно нужно зеркало для того, чтобы увидеть свое собственное я? Потому что до того, как вы сказали про зеркало, но сказали про внутреннее я, вот у меня уже со скоростью света уже прозвучал и вопрос, и ответ, и уже моя реакция. И когда вы сказали про зеркало, мне оно не нужно было уже. Это обязательно или нет? Do we necessarily require mirror to see our high self? No. No. To me, it all happened even before you mentioned. Yeah, no, you're already there. The mirror is just a technique Совсем не обязательно. Зеркало это просто один из методов, that helps people open up the gift. который помогает людям раскрывать их дары. When you're really using your vision, you don't usually see a mirror, just the images. Когда вы уже на всю катушку используете свою способность видения, уже нет необходимости представлять зеркало и так далее. I use the mirrors to start a healing process. Я использую это зеркало, чтобы запустить процесс исцеления, For the blocks. удаления блоков. Yeah. А извините, пожалуйста, а крест? Я вот крест увидела сразу, практически, тоже без зеркала. Как Even вы before сказали, the mirror, несколько I mean, крестов. I saw few Это к чему? cross. Process? Это к хорошему. See, you don't need the mirror. Видите, вам тоже зеркало не надо. Crosses are a symbol of four. The crosses. Кресты это символ четырех. It's a sign of balance, Символ четверки это символ равновесия, of purity, чистоты and of protection. и защиты. So that might be a symbol or a set of, or even a number Поэтому это может быть символ либо число, representative of your soul. представляющее вашу душу. When you're working with vision, Когда вы работаете с видением, you can get anything. может прийти все что угодно. Colors, shapes, symbols. Цвета, формы, символы. So it's very helpful to learn the basic symbols. Поэтому для интерпретации бывает полезно изучать значения разных символов. Yeah, yeah. Yes. У меня, допустим, видение, когда я лучше с открытыми глазами, сразу представляю картинку и вижу, нежели когда закрываю глаза, возникают трудности с видением. Я лучше вижу с открытыми глазами. My vision works better with eyes open. Oh, we had somebody who had better vision with eyes open. Some people are gifted with their physical eyes. У некоторых людей очень развита способность их физических глаз. So that's terrific. When I am doing visioning, Когда я, например, I keep my eyes open too.
вот использую видение. Я So также you can do it either way. держу глаза открытыми, поэтому они могут быть открыты или закрыты. Good. Let's take one more question and then I'll do another exercise. Еще один последний вопрос и проведем следующее Я упражнение. ничего не видела походу. Но я пыталась умом придумать себе как-то. А я умом придумала. I didn't see nothing as this question also, but I was trying to invent pictures in my Oh, mind. right. Sometimes we do that. When we don't see anything, we make it up. Да, бывает и так, когда мы ничего не видим, мы начинаем придумывать. In the next exercise, I'm going to pair you В следующем упражнении вы будете работать в парах, and have you use your psychic vision. использовать свое психическое видение. But it's also okay to get senses Но если вы будете что-то чувствовать, or ощущать feelings or или words. слышать слова, это тоже нормально. And I'm going to have you do aura readings Я хочу, чтобы вы читали ауру своего партнера. for somebody else. Своего партнера. Okay? Now, what I'm trying to do is just have you learn to trust yourself. Что я хочу достичь этого? Я хочу, чтобы вы научились You don't need to get a lot of information, доверять себе. Вам не обязательно всю или много информации доставать оттуда. but sometimes it's harder to see for yourself than for somebody else. Но иногда бывает труднее увидеть в себе, чем у кого-то. Okay. Can I demonstrate on somebody? Могу я провести демонстрацию на ком-то? You're right here. It's harder in the back. Да, тем, кто сзади, труднее участвовать. в Okay. демонстрации. Now, everybody will see somebody else a different way. Каждый воспринимает другого по-своему. And that's important. There's no right and there's no wrong. И это очень важно понимать, потому что здесь не может быть чего-то, что правильно, So what I see is going to be different than, say, what you might и see что for her. неправильно. Поэтому, естественно, то, что я в нее увижу, будет другим, чем то, что вы можете в нее увидеть. And it's all right. И это нормально. So we're just looking for different kinds of information Мы просто ищем различную информацию, that might be helpful. которая может помочь. Now, there are 12 layers to the auric field. Поле ауры состоит из 12 слоев. Each of them relates to one of the chakras. Каждый из них связан с одной из 12 главных чакр. So, first auric field Итак, первое поле ауры relates to the first chakra, связано с первой чакрой, second to the second, второй со второй and so on. и так далее. A really quick description of what these mean. Очень-очень кратко описание того, что это может значить. The first auric fields and chakras, Первое поле ауры, первая чакра, first chakra, first auric field, первый слой ауры, is actually in the skin. он очень близко к коже. All right? It's often seen as red, И даже внутри кожи часто его воспринимают как красный. and together these fields govern the physical self. И эта чакра, это поле управляет физическим я. The second two fields, the second chakra and auric field, Вторая чакра, второй слой ауры, is orange, оранжевого цвета. and it's here that you check to see what's going on with feelings. Здесь можно проверять, что происходит с чувствами Now, человека. the second chakra is in the abdomen. Вторая чакра находится в нижней части You would think that the auras go first and second. полости. Вы можете думать, что сначала должен идти первый слой ауры, затем второй. They don't. Но на самом деле это не так. This is the only auric field set that's out of order. Between the first and the second, there's a different one. Потому что между первым и вторым есть еще один. Between her skin and the second auric field Между ее кожей, то есть первым слоем ауры и is вторым the 10th auric field. слоем ауры находится 10-й слой All right, ауры. that's way down here. It's brown, С 10-й чакрой, он имеет коричневый цвет, and it relates to nature. и он связан, этот слой и эта чакра связаны с природой. So we go first auric field, Так, сначала идет первый and then 10th. слой ауры, затем 10-й. That 10th field often holds problems or illnesses, Это 10-е поле, оно часто содержит проблемы наши, negative or positive energies from other people. болезни, негативные либо позитивные энергии других людей. It's like a last barrier before all those toxicities dump into the body.
Это как последний барьер на пути всех этих токсинов, перед тем, как они So, проникают непосредственно в You тело. can learn to look at it to see illnesses before they happen. Поэтому именно оттуда можно считывать болезни перед их непосредственным проявлением в теле. So we go 1, 10, and then second, Итак, сначала идет первое поле, which is потом orange. 10-е, потом второе, That's оранжевое. where we assess feelings. Тем мы получаем доступ к чувствам человека. Third chakra, Третья чакра. third auric field's about right here on her. Третье поле ауры, где-то на таком расстоянии. It's yellow. Желтого цвета. This is where I would look to check Здесь я обычно проверяю for thoughts and beliefs. мысли, убеждения человека. And I can also check to see where she's getting her thoughts. А также могу проверить, откуда она Like получает эти who's мысли. affecting her. Кто на нее влияет. Okay? Fourth chakra. Чакра. Четвертое поле ауры. And auric field, her fourth is quite a bit out. It's about right here. Где-то здесь находится. Which is telling me that she's got a big third auric field. У нее он находится здесь. И для меня это значит, что у нее очень большой третий слой ауры. So she likes to think and learn. Поэтому она очень любит думать и учиться. And then her heart field is about right here. А ее чувство сердца где-то на таком расстоянии находится. Now, I can see this psychically, Я воспринимаю это психически. but I can also feel it. Я So, также могу чувствовать это непосредственно руками. green or heart is about relationship. Зеленый цвет или сердце – это связано со взаимоотношениями. Okay. Her fifth chakra is here in the throat. Пятая чакра в области горла находится. It's blue. Имеет синий цвет, Has to do with communication. голубой цвет и связано с коммуникацией, с And общением. right now her fifth auric field is about right here. У нее прямо сейчас And пятый слой I'll do a more находится, complete read in a minute, but it's about right here. находится где-то здесь. And it goes all over the place. И затем распространяется повсюду. That's a good thing. It's not bad. Это нормально. Это неплохо. Sometimes you might feel scattered. Иногда, скорее всего, вы чувствуете себя разбросанной. But she has the potential to connect to a lot of different kinds of energies and Но у entities. нее есть при этом потенциал вступать в контакт, связываться с различными существами и энергиями. All right. Sixth chakra. Шестая чакра. Sixth auric field's about right here. Шестой слой ауры находится здесь. That has to do with vision. Он связан с видением. It's through this sixth auric field that we collect these different visions. All these different thoughts or possibilities or directions or choices come in through the sixth auric field. Через этот слой ауры мы накапливаем видение. All right. Извне также. Question? No. Есть ли вопросы? White, seventh chakra right here. Белого цвета, седьмая чакра, находится здесь. That's the place of spirit and spirituality. Это то место, где дух и духовность It's pretty big. It comes out about like this. находится. Оно довольно большое, где-то Alright. на таком расстоянии. So again, you love spirituality. Его граница. Я вижу, что вам нравится Big, it's духовность. big. Things of the spirit. Все, что связано с духом. Now, I like to check out here because again, you can check to see what's going to come into her body. Я хочу проверить этот слой, потому что там видно, опять же, то, что находится на пути к ее It телу. will show you what issues or situations her spirit might be attracting for her. Там можно понять, какие ситуации, что притягивает ее дух. 8. Right here. Восьмая Can feel it. чакра Right there. прямо здесь. The 8th auric field is like thin in her. It's about right here. Восьмое поле ауры у нее тонко находится вот It's тут. usually black. It might be silver. Обычно оно черное, может быть также серебряного цвета. And this is the one that interconnects across time. Это то поле, с которым мы имеем связь сквозь время. If you're going to actually do what's called journeying or astral projection or remote viewing, Если вы хотите заняться путешествиями во времени, астропроекциями, видением на расстоянии, to travel to different times and dimensions, путешествовать в разные времена, в разные измерения, sometimes that auric field actually separates from the body, иногда это поле ауры способно отделяться от тела, grabs a part of the consciousness, брать в себя частичку сознания and leaves. и улетать. So it's just something it knows how to do.
Может быть, кто-то знает, как это делать. Ninth chakra is up here. 9-я чакра находится здесь. It's gold. Золотого цвета. It's about the soul and the connection to the world and the global. Она связана с нашей душой и с нашей связью с миром, с Hers is pretty big. глобальным планом. У нее довольно она большая. It goes out about like that. На таком расстоянии. Which says that she's more concerned sometimes for other people and the world. Это значит, что она чаще всего озабочена другими людьми, than for herself. Всем миром, чем собой. 11th. 11-й. The chakra and the auric field are kind of the same. Hers are about here. Здесь чакра и поле ауры являются примерно одним и тем же. Находятся у нее на таком расстоянии. They're pink. Розового цвета. You see them most around the hands and the feet. Особенно их можно заметить вокруг рук. And hers are a little focused in. They're not real. It's not real wide. У нее не очень широкое поле, ближе к поверхности рук. Which says that sometimes it might be hard for her to command or be bossy to make things happen. О том, что ей может быть не просто командовать или быть боссом. And the 12th начальником. Auric field 12-е поле ауры and chakra are clear. И чакра, они прозрачные. And they surround her. И окружают ее. And we can go on, but basically hers shows that she's very dedicated to mastery and spirituality. Можно продолжать описание, но ее аура по сути говорит о том, что она близка к духовности и к своему мастерству. Now I'm going over the colors. Сейчас я хочу рассмотреть цвета. Because when you're looking at somebody, especially their auric field, почему я обозначаю цвета? Потому что когда вы смотрите на человека, особенно на его поля ауры, you'll most frequently see colors. чаще всего вы увидите именно цвета. I seldom do like a complete reading. Я очень редко делаю как бы полное считывание всех слоев. Either of the chakras or the auric fields. Обычно я считываю либо чакры, либо поле. I ask only to see what's important to know. И я прошу также увидеть именно то, что наиболее важно увидеть. So when I do that, когда я делаю это, I get two images in my mind. У меня в уме при этом два образа. I see, and this is more in the field, kind of some red and black stuck in here. Я вижу красное, черное, застрявшее здесь. Now I know red that is the energy of physicality and first chakra. При этом я знаю, что красная энергия относится к физической реальности, к первой чакре. Black has to do what's happened in the past. Черное связано с тем, что было в прошлом. So we have a heart wound. We have a love wound. Поэтому я вижу там рану любви. You don't have to tell us. Сердечную рану. Вам не обязательно рассказывать нам. And I can do further work to look at this. Подробности. Я могу поработать больше, чтобы заглянуть глубже. Because it pulls some of the auric field to her. Потому что я чувствую, что оно втягивает все это поле ауры. Which means there's almost like an opening here. В себя. Это значит, что там есть как будто бы дырка открытая. Which could attract more heart wounds. Которая может притянуть в себя еще больше сердечных травм. So I'm only asking to see what's most important. Поэтому я прошу увидеть только то, что наиболее важно. Now I can also ask to see what would heal this. Я также могу спросить увидеть то, что нужно, чтобы исцелить это. And I see the color gold. И я вижу золотой цвет. It's a soul issue. Basically, they're saying that the divine wants to heal her soul. Золотой цвет связан с душой. И по сути это значит, что Божественное хочет исцелить ее душу. Now I can quite simply just send that gold in. I'm going to send it through the back of the heart because I want to push this forward. Через тыльную сторону сердца сзади направить ей этот золотой цвет, чтобы вперед вытолкнуть все остальное. Let's give this a minute. Now, even though we're mainly working on vision, хотя мы в основном работаем с видением, I use a lot of the kinesthetic or the feeling. Я также много использую кинестетическое So it's okay if you do too. чувство, поэтому already. Вы тоже можете это I использовать. can feel a relief. И я сейчас чувствую облегчение в ней. What are you feeling right now? А вы что чувствуете?
Лучше. Better. Good, I do too. Я тоже Потому что у меня действительно, вот как, наверное, полчаса назад появилась здесь такая острая боль. Because actually, half hour ago, appeared a strong pain in this chart. Sharp pain. Right, so she already had a sharp pain about a half an hour ago. Так что, как она сказала, полчаса назад у нее уже была там острая боль. So I'm glad we took care of it. Поэтому я рада, что мы что-то сделали по этому поводу. Thank you. Спасибо. Now I just want you to practice this with somebody. Сейчас я хочу, чтобы вы попрактиковались в этом со своим партнером. I don't really care. I would like you to check the aura because it tends to be a little easier than looking into the body. Я бы хотела, чтобы вы предпочтительно поработали с аурой, потому что это легче, чем смотреть прямо в тело. But just see whatever you need to see. Но просто позвольте себе увидеть все, что вам нужно увидеть. The easiest steps are first to look at the person. Легче всего это делать так. Сначала посмотреть на человека. But imagine them as a white tablet, a blank white tablet. И представить его как белый, пустой такой силуэт. And then ask your intuition or your higher self. Затем спросить вашу интуицию, ваше высшее я. To help you to see or know. Помочь вам увидеть или узнать. What that person most needs to know about. Что, о чем этот человеку больше всего нужно узнать. And remember to ask questions. If it doesn't make sense, ask questions in your head. Не задавать в уме вопросы, если они возникают. Right? You can also ask to see what color or what energy that person needs. Если что-то непонятно, вы можете также спрашивать, какой цвет больше всего необходим этому человеку. And as simple as I did, just ask them permission and send that to them. Какая энергия? И также просто, как это делала я, просто спрашивайте у человека разрешение и направляйте ему этот цвет. Do you want to try it? Хотите попробовать? Good. You have to. I'm telling you, it's the exercise. Вам придется попробовать это упражнение. Have fun with it. You're not looking for right or wrong, just to have fun with this. Просто поразвлечься с этим, повеселиться, потому что здесь не вопрос того, что правильно или неправильно. So pair up with somebody near you. Найдите себе партнера, хотя бы того, кто сидит рядом. Take turns. И по очереди. And see what happens. Сделайте это упражнение, посмотрите, что получится. Most of them usually stand. It's a little cramped here. We're only a third through. But that's okay. What I'll do is envision, I'll just keep Есть опасность навредить. Спрашивают, можно ли человеку навредить, но в этом упражнении практически невозможно.
Yeah, I know. It's very hard. For me, it only works with the white ball. No, it's all about that light. I'll share Да, Yeah, you do. You have more of the purple, and it's here. Well, purple's vision is tied spiritual. It means that you're open to spiritual truths. See if you can see on somebody else. Yes. Okay. It means that you have a lot of blue and violet. So you're seeing what's easiest for you to see. Well, you know, let me make a lot of red. So take a look here. See if you can see something besides. Because right now you're looking, which is fine, just for these two. Right, but we want you to look for the lower chakras too. What I would do is meditate and spend more time working with the lower chakras and those other visions will happen. Oh, that's hard. You know what I think is happening? You have a very strong but that's I'm putting silver so that their energies bounce out. And see how it works.
So before you do energy work, put those mirrors out there, facing out. Okay, good, Oh, of course. Before I answer questions, Перед тем, как я буду отвечать на вопросы, I'm going to have all of you do one more quick exercise with a partner. я хочу, чтобы все вы сделали еще одно короткое упражнение с партнером. Okay, can I have these two of you demonstrate? Можно вас использовать двоих? And then I'll take your questions, I promise. Потом я обещаю Would ответить you на mind coming вопросы. up? Okay. Here's another way to start opening vision Вот еще один способ, как начать открывать свое through видение feeling. с помощью ощущений. Okay, you face the other person Вы стоите лицом к лицу с другим человеком. and put your hands about 4 inches apart И где-то на расстоянии 20 сантиметров держите руки друг от друга. and the other hands. All right? 15. Now, first create a ball of energy between your hands. Сначала создайте шар энергии между руками. Can you both feel it? Чувствуете шар энергии между каждым ладонью? Okay, right. Now, I'd like you to think of the color red Сейчас я хочу, чтобы вы подумали о красном цвете and send it through your и hands. направили его через ладони другому человеку. And you just feel what red feels like. А вы просто старайтесь прочувствовать, как ощущается красный цвет. You might even get a picture of red through Может this. быть, у вас появится образ красного цвета. Now change to black. Сейчас измените цвет, направьте Black черный is цвет. good. Черный цвет Black is mystery and power. хороший. Черный цвет символизирует мистику и могущество. Okay, now go to white. Сейчас переключитесь на белый цвет. Okay. And can you feel the difference? Вы чувствуете, ощущаете разницу? Completely different. Completely different. All right, we'll try going the other way. Совершенно разные ощущения. Теперь в обратную сторону. Try orange. Попробуйте направлять оранжевый цвет. And now green. Теперь зеленый. Can't you feel it? Вы чувствуете? Now, can either of you see the colors as they're going? Теперь видит ли кто-то из вас цвета вместе с тем, как они проходят друг от дружки? Ну вот я, например, не вижу, я скорее как бы ощущаю. I don't see them, but I more feel them. Any of them? Do you see any of them as they're going back and forth? When we were doing the exercise. Вам удавалось видеть цвета в When I was sending? Yeah. Because I was Visualizing it. Yeah. Когда я направляла, я представляла этот цвет, призывала его и видела его. Excellent. Feeling like it was Чувствовала, Excellent. как он Good. проходит через меня. Thank you both. Молодцы, здорово, спасибо большое. Thank you. Now that's a way to start training yourself to see. Это один из способов, как можно начать тренировать в себе Is through способность feeling. видеть через ощущения. Spend 2 minutes with a partner. Сейчас, пожалуйста, используйте по 2 минуты Think of a color and send it. на это упражнение с партнером. Then think of another color and send Подумайте о it. каком-то цвете и направьте его партнеру, затем подумайте о другом. И позвольте партнеру почувствовать разницу.
Well, we can send some energy in. We don't know. We'll just send some energy. I'm hearing just to send God's love. I'm just sending in God's love. Good, that's the same. It's all the same. It all comes from the same place. I don't think that God cares if we approach Him. It's up to Him to approach us. That's all I'm doing. He also works with shamans like Oh, interesting. That's mainly how I'm trained. В основном я именно вот в таких традициях обучался. Ну, они, по-моему, северные шаманы. They're from north. Yeah. All right, we can work on it again tomorrow too, but it took in energy. Завтра можно еще сделать. Good. Она почти всю энергию. Absolutely. Thank you much. Так что нормально. Thank you. Should we start again? Did you do it? Yeah. That's good. But it's opening. It's starting. It's all red here too. We're going to start again. Так, мы продолжаем. Пора заканчивать. Okay, now questions or comments.
Сейчас, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Когда делают фотографии, не фотография, сейчас есть аурокамера. Какой слой они фотографируют? Или это совокупность чего-то? Would you comment on those pictures of aura that they make now, like the one you saw? Yeah, the Curlian photography. Do they picture some layer or some integration? Usually those pictures shows what auric layers are strongest at that moment. Обычно эти фотографии показывают те поля, которые сильны именно в момент фотографирования. I have worked with Curlian photography and thermography. Я работала с фотографиями, основанными на Кирлян-эффекте, а также с термографией, which measures heat. измеряющей тепло. And the colors or the heat will change with different thoughts. И мы выявили, что цвета Кирлян, так же как температура, меняется в зависимости от состояния человека, его чувств, его мыслей. So they are true and real. Поэтому они действительно настоящие и отражают реальность, but temporary. Но временную реальность. Вот у меня такой был опыт, что те цвета, которые я получала, у меня как бы соединялись с чакрами. I had experience that the colors that would come to me were connecting to chakras. Я угадывала цвета, я угадывала цвета по той чакре, которая начинала пульсировать. I could guess the colors by the chakra which I would feel pulsing. Okay, so they do. The colors in the chakras do go together because we are like rainbows. Чакры и цвета действительно связаны друг с другом, потому что мы как радуги. And the chakra that is, say, red, И чакра, которая красная чакра, will attract those red energies from the sky or from other притягивает красные people. энергии из неба, из окружающего пространства. So they always attract what they are like. Каждая чакра притягивает именно ту энергию, которая свойственна ей. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Yes. Пока мы делали упражнения, и старались увидеть цвета друг друга, так сказать, было такое ощущение, что какое-то мерцает очень много, и такое ощущение, что просто перемешивается. И мне хочется спросить, вот насколько влияет то, что мы здесь все вместе это упражнение делали, и разные цвета друг другу все посылали, и снова сложно сосредоточиться на конкретном цвете, даже не могла нормально послать другому человеку. She says when doing this exercise, sending color to a person, she could feel it blinking, changing. She considers it to be mixing. She considers it to be influence from other persons around who are sending different colors. Is it better to do this exercise not much people? It's always easier when you're not influenced by outside people. Конечно, легче делать упражнения, когда вокруг нет столько много людей. The other effect when you're doing this Другой эффект, который происходит при этом, is that the colors will change for what the person needs. Часто бывает, что цвета меняются в соответствии с тем, что нужно именно этому человеку. So I think that's more what you were doing is actually acting as a healer. В этот момент, я думаю, в вашем случае вы действовали больше как целитель. Healers don't need to decide what colors are going to go in. Целителям даже не нужно решать, какой цвет они собираются направить. Because the energy is universal. Потому что энергия вселенская. And it will break into the colors. Она универсальна, и затем она уже разлагается, раскладывается на цвета, or the frequencies that are needed. На те частоты, которые необходимы именно этому человеку. So that's probably more what was going on. Скорее всего, именно это происходило с вами. Any last question? Последний вопрос, пожалуйста. Yes, ma'am. Может ли быть такое субъективное восприятие цвета? То есть для меня синий цвет связан с какой-то одной энергией, ощущениями психическими или телесными, а для другого человека эти же энергии будут связаны с другим оттенком цвета. Также и относительно цветов чакр.
is it possible that color is subjectively perceived? For example, I perceive some energy as blue, and another person perceives the same energy as some other color. Color can be subjectively viewed. Действительно, цвета могут восприниматься субъективно. As anything visual. Как и все, что связано с визуальной сферой. That's what I meant when I said that everyone will see. Именно это я имела в виду, когда сказала, что все смогут увидеть. Something different. Все будут видеть все по-разному. It goes through your mind filter. Потому что наше восприятие проходит через фильтры нашего ума. An example is often what appears after we die. Пример – это то, что происходит после нашей смерти. And people go to what they call the light. И люди попадают в то, что они называют свет. And there they see religious or spiritual figures. Там они встречают различных личностей, религиозных или духовных. A Christian will probably see Jesus. Христиане обычно встречают Христа. And a Buddhist might see Buddha. Буддисты обычно встречают Будду. It's the same energy. Это та же самая энергия. It will come in a way that will make sense to us. Но она интерпретируется нами таким образом, чтобы становилось понятно нами. Good. I want to do a little bit to open verbal. Я хотела еще сделать упражнение, чтобы открыть вербальное восприятие. And then cover more of the kinesthetic before we do a guided meditation with that. И немного затронуть кинестетические аспекты перед тем, как мы перейдем к медитации. This is the second main gift. Это второй из трех главных даров. It is located in the 5th chakra. Он располагается в 5-й чакре. Which is the throat. Горловой чакре. In general, we receive guidance and information. В основном мы получаем наставления и информацию. Through the back of the throat. Через тыльную сторону горла. Actually, the second cervical vertebrae. Шею. На самом деле, второй шейный позвонок. Is shaped like a shaman portal. Имеет форму шаманского портала. So it's physically structured. Поэтому даже его физическая структура to let in information. Предназначена, чтобы впускать в себя информацию. We're hearing noises. Мы слышим шум оттуда. And that's what we get through the 5th chakra. И этот шум, информация, это проникает через нашу 5-ю чакру. We can get sounds. Мы можем получать звуки, tones, различные звуки разных тонов, music, музыку, words. слова. We might get them psychically. Мы можем получать их как психически. But you can also draw real life sounds to you. Но можно воспринимать и реальные звуки из пространства. I have a friend, for instance, Например, один из моих друзей, who whenever she needs a psychic or a spiritual message, каждый раз, когда ей необходимо какое-то психическое или духовное послание, she turns on her car radio. Она включает радио в автомобиле. And pays attention to the first song that comes. И обращает внимание на первую песню, которую она играет. You do it too. And you get information. Вы получаете информацию. Right. Or you can go into the day. Либо вы можете начать день. And have a problem. И у вас появляются какие-то проблемы. Ask for advice. Вы просите совета. And you might get 3 people. И может получиться так, что 3 человека giving you the same advice. Будут давать вам один и тот же совет. So psychic can come. Так что психическая информация может приходить through the more psychic mediums. Либо через более психические носители информации. Or through the audible world as well. Так же, как и из окружающего нас внешнего мира. The limitations, the limits, the problems with this power или проблемы, связанные с этой способностью, have to do with blocks обычно вызваны блоками or programs или программами, that get stuck in the back of our neck. которые застревают у нас сзади в шее. The left side of the body Левая сторона тела tends to represent the feminine. Обычно представляет женский аспект у нас. The right side of the body Правая сторона тела tends to represent the masculine. представляет мужскую энергию. Inaccurate or dysfunctional beliefs
неточные, несправедливые, либо бесполезные убеждения, from your mother or from women, принятые нами от нашей матери или от женщин, or about your feminine self, или если они имеют отношение к нашей женской get stuck стороне, back in the left side of the neck. обычно они хранятся в левой части шеи. Dysfunctional beliefs from father or from men, Сзади бесполезные или несправедливые убеждения, полученные от отца или от мужчин, or about your masculine self, или связанные с мужским аспектом нашей личности, get stuck in the back of the right side. застревают в правой стороне шеи. And just plain dysfunctional beliefs of any sort, Сзади. Обычные все другие say from culture, бесполезные убеждения, воспринятые нами из культуры, get stuck right in the center застревают прямо в центре. and can actually create vertebrae problems И они могут действительно приводить к проблемам в этих позвонках or shoulder tension. или создавать напряжение в плечах. So in order to receive the kind of guidance that you want, Поэтому, чтобы получать те наставления, которые вы хотите, you want to clear those dysfunctional которые вам нужны, programs. лучше очищаться от этих бесполезных убеждений. You then start to attract messages that are helpful, Тогда вы начнете притягивать к себе те послания, которые будут помогать вам. and you're more open to speak what needs to be said. И вы больше будете способны говорить и высказывать то, что нужно высказывать. How many of you get verbal psychic messages? Кто получает вербальные психические послания? Some of you. All right. A few of you. This was the last gift to open up in me. Этот дар открылся во мне в последнюю очередь. It was open when I was a child, Он был открыт, когда я была ребенком. and it's really taken, I think, the 18 years of practice of doing psychic work Затем мне потребовалось примерно 18 лет практики for this to really open again. психической работы, прежде чем он снова заново во мне открылся. But we're going to do a very simple clearing Но мы собираемся произвести очень простую процедуру очищения together вместе, to safely open up чтобы безопасно открыть the backs of our chakras. тыльные стороны наших чакр. Now, what we're going to do is just together we're going to hum or om. Вместе мы собираемся издавать звук хам или ом. But I'd like you first to imagine Сначала я хочу, чтобы вы представили, that you are in your own white bubble, что вы находитесь в своем собственном белом пузыре. so that you are alone in this room, Так, чтобы вы почувствовали себя наедине с собой в этом помещении. and you are only attracting the energies that are helpful and loving for you, И почувствовали, что вы притягиваете только те энергии, которые полезны для вас, и they will be vibrating through the backside of your neck, которые любовно настроены на вас. Они будут вибрировать через тыльную часть вашей шеи and literally vibrating your issues out and up. и буквально вибрациями будут проталкивать, уносить все бесполезное из этой области вперед и вверх. So your own higher self lifts them to the sky. Так что ваше собственное высшее Я будет поднимать их, уносить вверх. And we're not sharing problems. И мы не будем делиться друг с другом проблемами. Is that good vision? Хорошая идея. Okay. So sit straight Сядьте, пожалуйста, прямо. and breathe down into your abdomen. Дышите глубоко в нижней части живота. There's a strong connection between the second chakra Существует тесная связь между второй чакрой and the throat. и горлом. Feelings often rise to the throat Очень часто наши чувства, как говорят, подкатывают к нам к горлу. and add to the power of what is spoken. Это могут быть хорошие чувства или нехорошие, и они окрашивают то, что мы говорим, наделяют это силой или наоборот. And as you're ready, И когда будете готовы, begin to make a healing sound начинайте издавать целительный звук from your abdomen, из брюшной полости, through your throat. через горло. The energies, the celestial or divine energies of healing И представьте, как небесные, божественные, целительные энергии will come in through the back of your neck. проникают в вас через
тыльную сторону шеи. And clear and open and heal this chakra for you. Очищают, открывают, исцеляют эту чакру для вас. So we can begin together. Так мы можем начать вместе. Start to come to a close. Заканчиваем потихоньку. Take some more deep breaths. Сделайте еще несколько глубоких вдохов. The energy will continue to reverberate probably through the night. Эта энергия будет продолжать вибрировать, перестраиваться, скорее всего, еще в течение ночи. And I ask for if it's appropriate. Я прошу, если это так должно быть сделано. That your own guides give you a message while you're sleeping tonight. Если это подходящее время, чтобы сегодня ночью ваши наставники дали вам послание, которое вам необходимо. Now we have begun opening our vision and our verbal gifts. Итак, мы запустили процесс открытия нашего способности видения и дар вербального восприятия. And I would like to describe the kinesthetic abilities. Сейчас я хочу описать наши кинестетические способности. Before we close with an exercise on these. Перед тем, как мы завершим сегодняшний вечер медитацией. Most of the chakras, I'm sorry. Упражнения связаны с этим. Most of the chakras are kinesthetic. Большинство чакр действуют кинестетически. And you will find that you probably have more than one kinesthetic gift. Связаны с кинестетической сферой, и вы можете обнаружить у себя несколько кинестетических даров. We've covered the fifth chakra, which was verbal. Мы раскрыли the sixth, which is visual. Пятую чакру, связанную с вербальным даром, шестую, связанную с видением. And all the others are kinesthetic. Все остальные кинестетические. And most of us are highly kinesthetic. Большинство из нас имеют развитые кинестетические способности. People highly gifted with the 10th chakra, люди, высоко одаренные в 10-й чакре, underneath the feet, которые находятся под are attuned with nature. стопами, настроены
тонко настроены на природу. They can sense, feel, or communicate with trees, Они могут чувствовать, общаться с деревьями, animals, животными, the elements, элементами and nature will provide them with information. и получают информацию от природы. We are all going to play in this chakra tomorrow С этой чакрой мы будем играться завтра. to connect with the nature spirits. Связываться через нее с духами природы. Some people are born able to do this. У некоторых людей с рождения есть эта способность. The first chakra Первая чакра has a physical gift. заключает в себе, содержит в себе физический дар. It could be called physical sympathy Его можно назвать физическое сопереживание, or manifestation. либо проявление. People very strong in the first chakra Люди, имеющие сильную первую чакру, take others' energies into their physical body. способны принимать энергию других в свое физическое тело. During breaks, a woman approached me Во время перерыва ко мне подошла женщина and said that the more spiritual work she's doing, и сказала, что чем больше она занимается духовными the more практиками, problems and physical issues she's getting. чем больше она работает над собой духовно, тем больше проблем возникает в ее физическом теле. That's a common symptom of being a very first chakra person. Вообще-то это очень распространенный признак сильно развитой первой Everything чакры. physical comes into your body. Все физические аспекты вокруг вас проникают в ваше тело. As you learn to transform this energy И по мере того, как вы научитесь трансформировать эту энергию, or keep out what's not yours, отсеивать то, что не является вашим, не подходит вам, your gift develops ваш дар развивается, so that you can manifest physical reality and needs, such as money, так что вы становитесь способны проявлять физическую реальность, физические потребности, такие как деньги, out of the psychic dimensions, проявлять их, используя энергию психических измерений, which is much more fun что гораздо веселее и интереснее, than getting sick. чем заболевать. I am very strong first chakra. У меня очень сильно развита первая чакра. I use it in my work. Я использую ее в своей работе. So I can feel people's physical problems. Так что я могу чувствовать физические проблемы I людей, don't take them on, но я не принимаю их на себя. but I can diagnose that way, Однако я использую эту способность для and then I know when the issue is healed. диагностики и проверки, действительно ли проблема решена. The second chakra also houses a kinesthetic gift. Вторая чакра также содержит в себе кинестетический дар. It is a feeling sympathy. Это дар сопереживания на уровне чувств. People strong in the second chakra can feel other people's emotions. Люди, у которых эта чакра сильна, очень хорошо чувствуют чувства You и have that эмоции too. других людей. As you learn to work with this gift, Вместе с тем, как вы учитесь использовать этот дар, you develop a really high sense of compassion у вас развивается высокое чувство сострадания and creativity. и творчества. The creative arts are based on feelings. Любые творческие виды искусства основаны на чувствах. The third chakra Третья чакра houses the mental gift. содержит в себе ментальные дары. It's often called clairsentience Часто это называют ясночувствование. or clear sensing. А, To sense clearly. It's the same thing. Ясночувствование. You know information. Вы просто знаете, просто чувствуете информацию. Carl Jung, Карл Янг, the brilliant psychotherapist, известный психотерапевт, said that we are all interconnected он сказал, что мы все взаимосвязаны. in a collective unconsciousness. Это, видимо, был Юнг. Он сказал, что мы все связаны общим бессознательным. And then we can access, did he say it funny? Well, it's okay. Whatever you said is fine. Anyway, third chakra people В любом случае, люди третьей чакры can get any information that they want. могут получать любую информацию, которую хотят. The fourth chakra Четвертая чакра is a kinesthetic center. – это кинестетический центр. People with a strong fourth chakra Люди, у которых сильна четвертая чакра, know what's going on in relationships. они прекрасно осознают, что происходит во взаимоотношениях. They can walk into a room
Они могут войти в комнату and they know who likes who, и сразу же почувствовать, кто кому нравится, who doesn't like кто who, кому не нравится, who's involved with who, кто уже с кем and who shouldn't be involved with в who. отношениях, кто кого избегает. When they develop this gift, Когда они развивают этот дар, it becomes the gift of healing, это становится целительским даром. hands-on healing. Даром с помощью прикосновения рук. They literally bring energy in through the back of the heart. Они буквально передают энергию, воспринимая ее через тыльную сторону сердца And can share it. и передают ее человеку. Seventh chakra Седьмая чакра. is one of the spiritual kinesthetic centers. Это один из духовных кинестетических центров. Seventh chakra people are very conscious. Люди с сильно развитой седьмой чакрой очень осознанны. They can read other people's spiritual level of development. Они могут считывать духовный уровень развития другого человека. They can also connect to spirits. Могут также связываться с духами. This center houses the gift of prophecy, Этот центр содержит дар пророчества, which is not about seeing the future. который связан не просто с тем, чтобы видеть будущее. That's one of the vision gifts. Он не связан с этим. С этим связан это дар видения. It's rather to know what should be. Скорее, этот дар связан с тем, что эти люди знают, что должно быть. What the greater spirit hopes for an individual or the world. Какой великий божественный план, что великий дух хотел бы для людей, для всего мира. The eighth chakra is another kinesthetic center. Восьмая чакра — это другой кинестетический центр. We'll all be playing with it in a few minutes. Еще один кинестетический центр, мы с ним поиграем. This one actually unifies all the gifts. Он объединяет в себе все наши дары. Kinesthetic, verbal, and visual. Кинестетические, вербальные, визуальные. The shaman feels and knows everything in his or her own body. К примеру, шаман, он способен ощущать все целостно в своем теле. It's as if he or she becomes the person that they are helping. Словно, как будто он сам становится тем человеком, которому он помогает. Or becomes the spirit coming through to help. Или как будто он сам становится духом, приходящим свыше, чтобы помочь человеку. The ninth chakra houses another spiritually kinesthetic gift. Девятая чакра содержит в себе еще один духовный кинестетический дар. And that's the ability to harmonize. И это способность гармонизироваться, настраиваться. These are the people who can connect with the entire world. Эти люди способны соединяться со всем миром. A community. Со всем сообществом. Or a person. Либо с человеком. And sense their purpose. Чувствовать его цель. And what they need. Что нужно этому. And bring through healing in a powerful way. И давать человеку исцеление очень могущественным способом. He or she would really be attuning a client. В таком случае целитель, он настраивает, по-настоящему настраивает человека. To his or her right vibration. На те вибрации, которые наиболее гармоничны для него. The 11th chakra. 11-я чакра, which often operates through the hands and the feet, которая обычно действует через наши ладони, через и стопы, is more of a physical kinesthetic center. Более физически ориентированный кинестетический центр. It is through this that people command and move forces. Именно с помощью нее люди повелевают силами. When religious figures, for instance, к примеру, когда религиозные деятели, like Jesus, или calmed the sea, великие духовные люди, как Иисус, or made more fish and loaves from a few, сотворяют чудеса. He was using this chakra. Они используют именно эту чакру. Some people are able to change the weather. Некоторые люди с помощью нее меняют погоду. That's a sign of this chakra. Если у вас есть эта способность, это признак именно этой чакры. And finally, there is the 12th chakra. Наконец, есть 12-я чакра, through which spiritually kinesthetic people через которую духовно-кинестетические люди connect through transmission. Help people with transmission. Помогают людям. Transmission, like by sharing energy. It's like a guru. То
То есть они способны передавать энергию другому человеку как гуру. Gurus don't purposefully give healing. К примеру, гуру могут исцелять не намеренно, не специально. Their fields are so advanced Потому что у них очень развитые поля. that people automatically change in their presence. И люди автоматически исцеляются в их присутствии. And probably some of you have this gift. И, возможно, у кого-то из вас есть этот дар. People will just feel better around you. И люди просто чувствуют себя хорошо в вашем присутствии. I'm going to end with an exercise through the 8th chakra. Я хочу закончить наш вечер с упражнением для 8-й чакры, which unifies all the different psychic gifts. который объединяет собой все различные духовные дары, психические дары. Now the 8th chakra is very exciting to work with. Вообще-то с 8-й чакрой работать очень интересно. Because we can journey through time. Потому что с помощью нее можно путешествовать во времени. I would encourage those of you with vision problems У тех, у кого проблемы с видением, to use this exercise я бы советовал вам использовать это упражнение, to help you diagnose why there's a block чтобы помочь себе выяснить, где у вас блок, and to ask for a solution. и также попросить решения. Because we are first going to journey backward in time Сначала мы собираемся путешествовать назад во времени, to a past life that you need to know about. в прошлую жизнь, о которой нам нужно узнать. We are then going to journey into the future Затем в будущее, to find a solution to a problem, чтобы найти решение проблемы. and then bring that energy back into the И present. затем принести эту энергию сюда, в настоящее. So in this exercise, Итак, в этом упражнении I will be encouraging you to hear, я вдохновляю вас, призываю вас слышать, to see, видеть, to feel, чувствовать, and use any of the gifts as they come to you. ощущать, использовать любые ваши дары вместе с тем, как они будут проявляться. So take another set of breaths. Итак, сделайте еще раз несколько глубоких вдохов. Breathe your way into your heart, Вдыхайте сердцем into the center space, в вашу центральную точку. feeling your feet on the ground. Ощутите ваши стопы I want you to ask that your guides keep you safe на полу. Я попрошу, чтобы ваши наставники and secure through this exercise. следили за вашей безопасностью в течение упражнения. And you now, very quickly, Сейчас вы очень быстро slip up over your head выскальзываете над головой into your 8th chakra. вашу 8-ю чакру. This is a point above your head, Это точка над головой, but it's also an entire universe. но вместе с тем это вся Вселенная. In the center spot, В центральной точке I want you to just feel the vastness around you. этой чакры, находясь там, я хочу, чтобы вы ощутили широту пространства вокруг вас. You might picture Вы, может, видите образ or feel yourself себя или почувствуете себя in a safe white space, в безопасном белом пространстве. and you begin to sense И вы начнете ощущать, that there's a tunnel or a door заметите некий тоннель, off to one side. дверь в какой-то стороне. This is a doorway into the past. Это дверь в прошлое. It's going to take you into a past situation or a past life Она приведет вас в ситуацию из прошлого или из прошлой жизни, that holds an experience в которой содержится опыт or some information или информация, that is necessary for you right now. необходимая для вас прямо сейчас. You might already have a question or a problem in mind, Возможно, вы в уме уже думаете о каком-то вопросе или проблеме. or you might find what is important at the other end of your travel. Либо вы осознаете важность этого в конце своего путешествия, Knowing that you are guided and protected, зная, что вас ведут, вас направляют и защищают. easily slip through this tunnel, Легко проскользните сквозь этот тоннель, and you find yourself being taken и вы обнаружите, что вас or забрали, flown и вы идете в потоке back, back, back
вы летели далеко, назад, назад, назад. Back in time. Назад во времени. Back in space. Назад в пространстве. Do you find that there's like a tug, that you're being tugged, you're being drawn down? Вы заметите, как что-то притянуло вас вниз. You're being taken down into a lifetime. И вы опускаетесь в некую жизнь. Or into a time. Или в какой-то момент времени. And you're landing in that experience. И вы оказываетесь в этом опыте. Gradually, постепенно, you begin to become aware, вы начинаете осознавать, first of who you are in that time. Прежде всего, кто вы в этом времени. What do you feel like? Как вы чувствуете? What age are you? Себя. Сколько вам лет? What gender are you? Какой у вас пол? How are you feeling? Как вы себя чувствуете? And what's going on of significance around you? И что важного и значимого происходит вокруг вас? Ask your guidance. Попросите совета why you needed to re-experience this situation. Ваших наставников. Зачем вам нужно заново пережить эту ситуацию? What does it hold for you? Что в ней содержится для вас? Is there an understanding that you need to receive from this? Есть ли какое-то понимание, которое вам стоит получить из этой ситуации? Or a way that you need to look at that experience that you didn't in the past? Или вам нужно посмотреть на эту ситуацию так, как вы не сделали этого в прошлом? All healing starts with perception. Любое исцеление начинается с восприятия. What is the most healthy and helpful way to perceive this situation? Какой был бы самый здоровый, самый лучший способ для вас восприятия этой ситуации? Are you ready now to take that learning? Готовы ли вы сейчас взять and leave the past in the past? То, чему вы научились из этой ситуации, и оставить прошлое в прошлом? How would you describe that learning? Как бы вы описали то, чему вы научились? Is it associated with a certain belief that you can hear? Связано ли это с каким-то убеждением, которое вы услышали? Energies that you can see? С какими-то энергиями, которые вы видите? Or feelings that are important to have? Или с чувствами, которые вам важно почувствовать? Gathering that learning into yourself. Берите то, чему вы научились, в себя. You'll find that you're being guided away from the past. И вы обнаружите, что сейчас вас уносят из прошлого. In peacefulness, в спокойном и умиротворенном состоянии you are leaving behind the situation. Вы оставляете эту ситуацию позади. And traveling again through that tunnel of time. И вновь вы путешествуете через этот тоннель времени. You perceive yourself as getting closer to the present day self. И вы воспринимаете, чувствуете, как приближаетесь к настоящему And yet you're going a little farther. моменту, и тем не менее вы уноситесь дальше, немного out into a future time. Вперед, в будущее. And you find that there you're also being tugged down. И вы обнаруживаете, что там вы тоже опускаетесь в какой-то момент. Gently guided down now into a future moment. Постепенно сейчас вы приземляетесь в какой-то момент в будущем. What does this future time have for you? Что содержится для вас в этом будущем моменте? Get a sense again of yourself. Опять же, в первую очередь почувствуйте себя. What you look like. Как вы выглядите. What you feel like. Что вы чувствуете. What you're doing. Что вы делаете.
And what is happening around you that is of significance? И что важного и значимого происходит вокруг вас? Ask for guidance why it is important for you to know about this potential future. Спросите ваших наставников, почему для вас важно знать это потенциальное будущее? What are you to gain from this knowledge? Что вы можете обрести из этого знания? Is there something you're to take with you back into what we call the present? Есть ли там что-то, что вам стоит взять с собой сюда, обратно в настоящее? If so, take this energy, Если так, возьмите эту энергию, this teaching, то, чему вы можете научиться, what it is that's vital and important, то, что действительно важно для вас, and bring it with you и возьмите это с собой, as you are again lifted into the tunnel вместе с тем, как вы снова поднимаетесь и перемещаетесь по тоннелю, and find yourself journeying or traveling. и обнаруживаете себя путешествующими во времени. Quickly and easily, Быстро и легко, with these new energies с этими новыми энергиями, and the wisdom, с этой мудростью, you re-enter through your 8th chakra, вы вновь входите через 8-ю чакру this time and space, в настоящее время и настоящее пространство, this self, в настоящее ваше «Я», this body. в настоящее ваше тело. You've released the past, Вы отпустили прошлое, you've released the future, вы отпустили будущее, and you bring yourself completely into the here and now. и вы полностью возвращаетесь здесь Always и сейчас. we have connection to what's come before us У нас всегда есть связь с тем, что было and what we could choose in front of us. раньше за нами, и то, что мы можем выбрать впереди, перед собой. Breathe this knowledge in Вдохните в себя это знание through your entire body, и распространите его по всему телу, feeling your feet, ощущая свои стопы, your hands, свои руки, your breath, ваше дыхание and your head, и вашу голову. and open your eyes when you're ready. Когда будете готовы, можете открывать глаза. Thank you for taking that journey tonight. Спасибо большое вам за это путешествие. The 3 hours went very fast. 3 часа прошли очень быстро. It's 10 o'clock and I know we have to leave here on time. Сейчас 10 часов, я знаю, нам надо будет отсюда уйти вовремя. But those of you coming back tomorrow, Для тех из вас, кто еще придет завтра, we will be doing more journeys мы еще предпримем путешествия into different worlds, в различные миры, meeting different spirits, будем встречать там разных духов and working more on our gifts. и больше поработаем с нашими дарами. So bless you all tonight. Good dreams. Поэтому желаю вам всего лучшего сегодня и Oh, good. Thanks. Those are better. What do you think you said before? Семинар закончится вечером, примерно 6:30, и до 7 нам надо будет освободить помещение. Будет перерыв на обед. Будет перерыв на обед, час. Если кто с собой не принес еду, то здесь есть бар рядышком, где можно пообедать. Через центральный вход в ДК, если зайти, там есть кафе. При проходе на вахте надо сказать, что вы в кафе, они пускают. Вот. Либо есть ларьки поблизости. Вот наверху. Еще одна просьба, пожалуйста, всем. Посмотрите на свои мобильные телефоны и посмотрите, чтобы они были выключены. Это очень важно, чтобы не отвлекаться.
morning. Доброе утро. I got to experience Moscow traffic this morning. Сегодня утром мне пришлось ощутить на себе всю прелесть московских пробок. So I am sorry we are starting a few minutes late. Поэтому я прошу прощения, что мы задержались на 15 минут. But now I understand how hard it is to get around Moscow. Сейчас я уже понимаю, как непросто перемещаться по Москве. I hope you all had a good night's sleep. Я надеюсь, что вы все как следует выспались сегодня. And perhaps received messages. И, вероятно, получили какие-то послания. Or visions. Или к вам пришли видения. We are going to do 4 main things today. Сегодня у нас будет 4 главных момента. First, I am going to teach a couple techniques with shapes. Сначала я научу вас нескольким методикам, связанным с формами. Last night, many of you had visions. Вчера вечером у многих были видения, with symbols or shapes. в которых вы видели символы или различные формы. I'm going to talk about what those might mean. Я собираюсь рассказать, что они могли означать. And demonstrate how to work with them. Также продемонстрировать, как с ними работать. And have you do a brief practice. И также позволю вам попрактиковаться. We are then going to begin walking into other worlds. Затем мы собираемся попутешествовать в другие миры. First, the world of nature. Прежде всего, мир природы. The different natural and supernatural beings. Встретиться там с различными естественными и сверхъестественными существами природы. Second, we will work with what I call the world of human spirits. Затем мы побываем там, где я называю мир человеческих духов. Including parts of ourselves. Где находятся части нас самих. What we call ghosts. Те, кого мы называем привидениями. And what happens after death. А также поговорим о том, что происходит после смерти. And then finally, и наконец, we are going to work with the world of angels and of God. Мы поработаем с миром ангелов. At which point I will have you contact the angels. И с миром Бога. В этот момент я предложу вам вступить в контакт со своими ангелами. As well as God directly. А также непосредственно с Богом. I know it is very uncomfortable in here. Я понимаю, что здесь не очень удобно. We will take a couple short breaks. Поэтому мы будем делать несколько коротких перерывов. In addition to lunch. Кроме обеденного перерыва. But please feel free to step out and use the bathroom. Но в любом случае, каждый раз, если вам нужно, можете выходить и пользоваться or to take care of yourself however you need to. Тем, что нужно, и заботиться о себе так, как вам нужно. First, any questions from last night? Прежде всего, есть ли вопросы со вчерашнего вечера? Okay, we are going to begin with the world of shapes. Мы начинаем с мира форм. Most shaman communities в большинстве шаманских сообществ work with very simple techniques. Они работают с очень простыми методами. And yet they are very effective. И при этом эти методы очень эффективны. They include working with the circle. Они включают работу с кругом, the square, с квадратом, the rectangle, с прямоугольником, the pyramid, с пирамидой and the spiral. И со спиралью. They use these symbols to diagnose problems. Они используют эти символы, чтобы ставить диагноз проблемы. But also to fix them. А также, чтобы решать их, исправлять. And we will be doing this together today. Сегодня мы будем делать это вместе. Circles represent wholeness. Круг символизирует целостность. And unity. Единство. We often see circles between people. Часто люди формируют круг при общении. When people are in a happy and healthy relationship, когда у людей здоровые, счастливые взаимоотношения, there are circles between them. Между ними возникают круги. Our body is surrounded by a circle. Наше тело также окружено кругами. It is called the energy egg. Этот основной круг называется энергетическое яйцо. This circle has 3 layers to it. Этот круг состоит из 3 слоев. The innermost layer, which is toward us, самый ближний к нам круг.
connects us with everything that is physical. Слой соединяет нас со всем, что является физическим. It holds the negative programs of humanity, Он содержит в себе негативные программы человечества, which often keep us trapped in our problems. которые часто заключают нас в наши проблемы, как в ловушке. The middle layer Средний слой opens to the imagination открыт к воображению, and the land of all possibilities. а также к миру, где находятся все возможности. If we can get to that layer, Когда мы соединяемся с этим слоем, we can create new choices for ourselves. там мы можем создавать для себя новые возможности, новые выборы. The outermost layer Самый внешний слой opens to the spiritual realms. открывается к духовным царствам. If we can have an open channel И если у нас будет открытый канал between us and these spiritual realms, между нами и духовными царствами, we can, with God's help, мы можем с помощью Бога bring energies in привносить энергии, that can heal us instantly которые могут мгновенно нас исцелять, or more easily, или гораздо легче, чем другие. even if these energies have never been on this planet. Даже если эти энергии еще никогда не посещали Землю до этого. So the human works in circular form. Итак, человек часто работает с формой круга. Squares represent stability, Квадрат представляет стабильность. and they hold something in place. Он удерживает что-то на месте. They often hold ideas Часто он удерживает какие-то идеи or concepts that are important to us. или концепции, которые для нас очень важны. A rectangle represents protection. Прямоугольник символизирует защиту. Notice the body is rectangular in shape. Можно заметить, что тело имеет прямоугольную форму. That is a solid protective form, Это твердая форма, обеспечивающая защиту. designed to keep negative energies out. И она создана такой, чтобы отражать и защищать нас от негативных энергий. Triangles represent immortality Треугольник символизирует бессмертие, and preservation. а также самосохранение. You often see an eye on the top of a triangle. Часто на вершине треугольника можно увидеть глаз. Our eyes are on the top of our И bodies вы видите, что наши глаза тоже находятся в верхней части нашего to give тела, us perspective. чтобы давать нам обзор. And spirals, which mirror the DNA, Спираль является символом ДНК. bring energies in Она привносит энергии or energies out. Или излучает их. When they are clockwise, Когда энергия вращается по спирали, по часовой стрелке, they bring energy in. энергии входят. When they are counterclockwise, Когда спираль вращается против часовой стрелки, they bring energy out. Энергии выходят. At birth, the soul comes in on a clockwise spin. При рождении душа входит в тело по спирали, по часовой стрелке. At death, it leaves in a counterclockwise spin. А в момент смерти она выходит против часовой стрелки. The chakras also spin. Чакры также вращаются. When they are going clockwise, they are in good working order. Когда они вращаются по часовой стрелке, это значит, что они в хорошем рабочем состоянии. When they are counterclockwise, Когда они вращаются против часовой they стрелки, are either releasing toxins они либо выводят из себя токсины, or they are bringing in negative energy, либо принимают на себя негативную which энергию, can make you ill. которая может привести к болезням. When I'm working with somebody, Когда я работаю с кем-то, I often see these symbols я часто вижу эти символы. when they are not in good form. И когда это у них не хорошая форма, I can tell a lot about the problem or the illness. тогда я могу много рассказать, узнать из них о болезни или о проблеме. Somebody, for instance, in a difficult relationship, К примеру, человек, у которого трудные взаимоотношения, or who is separated from a loved one, или который разлучен со своим любимым, who has a broken heart, у которого разбито сердце, will have a broken circle, у него будет разорванный круг, either inside of themselves либо внутри себя, or between themselves and somebody else. либо между ним и тем человеком. Last night I talked about squares, Вчера вечером я уже говорила о квадратах.
Frequently, when somebody is depressed, Очень часто, когда кто-то находится в депрессии, or they can't get to a certain ability or gift, или не может получить доступ к какой-то способности, к какому-то дару, you will see that part of them вы увидите, что часть его stuck in a square, застряла в квадрате, somewhere in their body где-то в его теле, or in their field. либо в его поле. If somebody is unsafe, Если кто-то находится вне безопасности, or constantly taking in other people's energies, либо постоянно принимает в себя энергии других людей, this rectangle will be malformed. то прямоугольник будет иметь неправильную форму, либо разрывы. And if somebody is very exhausted, А если кто-то очень устал, tired, истощен, has no energy, у него нет никакой энергии, or is actually dying, или уже находится в процессе умирания, usually this triangle обычно треугольник has holes in it. имеет в себе дырки. Literally, they are in a mortal rather than a preserved state. Такой человек уже скорее приближается к смерти, чем в состоянии самосохранения. And the counterclockwise spirals Спирали, вращающиеся против часовой стрелки, show me where there are injury sites, показывают мне, где находятся места поражения. or that person is taking in energies making them ill or Либо человек впитывает в себя энергии, которые приводят к его болезням, unhappy. или делают его несчастным. It's very easy to do healing work Видите, очень просто заниматься целительством. by looking for the symbols, Просто рассматривайте символы в человеке, seeing what's wrong with them, обнаруживая, что в них не так, and fixing them. затем исправляя их, корректируя. So you're all going to do it. Так что вы все будете это делать. I'd like to demonstrate on somebody. Я хочу сейчас провести демонстрацию на ком-то. Would it be okay if I worked on your Вы не leg? возражаете, Is если that я okay? с вами поработаю? All right. Show me where the problem is. Покажите, пожалуйста, где It's проблема? right here. Прямо здесь. And would you tell people a little bit about the Можете problem? немножко рассказать людям о проблеме? Ну, в общем, после 10 класса After the я 10th grade, упала. Просто I вот fell, упала один just раз. fell once. И потом была в гипсе. And И then, вот с тех пор I у was меня in the hospital. практически у меня нет никаких проблем, за исключением вот этой коленки. Вот. Since И, the time например, I даже discovered муж the problem, совершенно except случайно, me, вот за 2 года, and my husband even, он мне just ударил accidentally, уже больше 25 раз совершенно случайно по этой коленке. Вот сейчас он мне тоже недавно, 4 дня назад ударил. Вот, притом ударяет прямо в чашечку. Притом он абсолютно не хочет, и я этого не хочу. Постоянно это случается. Хотя сама могу лечить и все такое. И могу себе везде помочь, во всех остальных местах. И вам тоже. Но вот с коленкой справиться не могу. Your poor husband. Бедный ваш муж. He must feel horrible. Наверное, он тоже себя плохо чувствует по этому поводу. We talked a little bit last night, Вчера мы вечером с ней немножко обсуждали это. and I had a story come in my head. И я вспомнил одну историю. Healing work, if it's anything, Исцеление работает is very odd. в том случае, когда что-то очень странно. You see unusual pictures, Когда вы начинаете видеть какие-то необычные картинки, образы, hear bizarre or eccentric stories, и слышите какие-то эксцентричные, совершенно невероятные истории. and you often think you're making them up. И часто вам может показаться, что вы сами их изобретаете. But you need to trust them anyway. Но вам в любом случае стоит им доверять. I had a vision Ко мне пришло видение. of her in a past life, Я увидел ее в ее прошлой жизни. a very long time ago. Очень давно. Are you familiar with the stories of Atlantis? Вы, наверное, слышали об Атлантиде? Sure, good, good. Конечно. There had been a big crystal, У них был огромный кристалл. and through misuse of power, И злоупотребляя, неправильно используя свою силу, that crystal had exploded. они использовали этот кристалл неправильно, и он взорвался. Crystal. I kept seeing this woman И я снова и снова видела эту женщину as someone who was trying to stop that explosion, как того, кто пытался остановить этот взрыв, had foreseen it. который предвидела его, No one believed you. но никто ей не верил.
You were trying to stop it, а вы пытались остановить это. so you were near it, Так что вы были рядом с ним. and it went into her. Parts of it went И into her. части его проникли в вас, попали в вас. So even as I'm talking, И даже когда я говорю об этом, I use my kinesthetic sense. я использую свое кинестетическое чувство. I feel very sad, Я чувствую глубокую печаль, very hopeless, глубокую безнадежность. and I get a picture Я вижу картину, образ of one of the glass shards одного из таких стеклянных осколков, cutting her across the knee. которая как бы разрезает ее ногу в области колена. I think, however, Однако я думаю, the issue is in the heart, проблема находится в сердце, because I see a broken circle there, потому что я вижу там разорванный круг. almost like a belief that she didn't do enough. Это похоже на убеждение в том, что она не сделала достаточно того, что должна была сделать. So broken trust with herself, Таким образом нарушилась ее вера в себя, mistrust of other people, доверие к себе, доверие к другим. and mistrust that God will help. И также нарушилось доверие, что в помощь Бога. Just looking for symbols Просто рассматривая символы in the knee. в колене. Even last night when I was leaving here, Даже вчера вечером, когда я уезжала, I saw a counterclockwise spiral. я увидела там спираль, вращающуюся против часовой стрелки. Black. Черную. Bringing all the negative energy she's around. Которая втягивает в себя негативную энергию извне. So your husband couldn't help it. Ваш муж здесь совершенно не виноват. I have tremendous love and with God and openness. And I'm open and everything Я is очень открыта, у меня огромная любовь к Богу, но вот это вот It's a very old issue. Это очень уже старая проблема. And I tell people, я говорю людям, if they can't find the problem in their current lives, если они не могут найти проблему в своей текущей жизни, or in their childhood, или в своем детстве, it's in the soul, то видно она в душе. And they have to go back. Им надо вернуться в прошлой жизни. Usually I work with today, this lifetime. Обычно я работаю с сегодняшней жизнью. But when you can't cure something, you have to go back. Но если вам не удается что-то исцелить, то надо возвращаться обратно. Okay. Now, just to keep this lesson going, просто чтобы продолжить наш семинар, I'm going to put my hands on her front and back side heart chakra. Я собираюсь поместить руки на ее чакру спереди и сзади. And just ask God or the divine. И просто попросить Бога или Божественное. And her own spirit. Ее собственный дух. To close the circles. Закрыть, выровнять круги, чтобы исцелить их. I'm seeing a gold energy. Я вижу золотую энергию. Which is a God energy. И это энергия Бога. Now all of you are helping. При этом все вы помогаете. That's why I like to do healing work in a group. Поэтому мне нравится заниматься целительством в группе. Because everybody's love and hearts combine. Потому что все объединяются друг с другом сердцами и своей любовью. Как вы чувствуете? Расскажите, пожалуйста. Чувствую хорошо и чувствую. Я увидела, что я такая маленькая, вот, и я увидела огромный, правда, кристалл, он вот как огромная пирамида. I feel myself very good. I actually saw myself being very little, and this huge crystal is a huge pyramid. So you maybe were really young back then. Вероятно, вы тогда были очень маленькой еще. I'm going to go down to the knee now because she's in the state that she was back then. Сейчас, когда она уже вернулась в то состояние, в прошлое, я перейду к работе с коленом. And I am pulling out the counterclockwise spiral.
Я собираюсь вытянуть оттуда эту спираль, вращающуюся против часовой стрелки. And asking the divine to pull out, I keep seeing these little black pieces of glass or crystal. И я до сих пор вижу там эти черные кусочки кристалла, стекла. Я прошу Божественного также убрать их. They are very cold. Они очень холодные. And cold often means that we are lacking in energy. Холодное обычно означает недостаток энергии где-то. But this kind of cold can also represent an evil. Но такой холод, он также может представлять некое зло. If I was to feel a lot of heat trapped in here, Если бы я чувствовала там много тепла, it would be that she had some of her own energy stuck. это означало бы, что у нее там какие-то собственные энергии, Then we would try to move that around the body. застрявшие там, и тогда мы бы старались продвинуть их дальше по всему телу. Before we can open up her energy, Перед тем, как мы откроем ее энергию, we need to take out the negative energies. нам нужно убрать негативные энергии оттуда. Okay, I am now asking the divine Сейчас я прошу Божественное to open up a clockwise spiral раскрыть спираль, вращающуюся по часовой to стрелке, bring healing energies in here. чтобы призвать туда целительные энергии. Because this injury has been here for a long time, Так как эта рана у нее присутствует уже очень длительное время, it will probably take a while to open. скорее всего, займет какое-то время, пока этот канал откроется. But now it can begin to physically heal. Но сейчас уже она может начаться физически исцеляться. I do the same process Я делаю тот же самый процесс with people who have had surgery. с людьми, которые прошли через хирургическую операцию. The body is in shock, Их тело до сих пор остается в шоке. and it has often absorbed a lot of negative injuries or energies. После операции. При этом часто поглощают в себя множество негативных энергий. And if you take those out Если их убрать and then open up with a spiral, и затем открыть правильную the спираль, body usually heals in a quarter of the time обычно тело исцеляется где-то за четверть времени. than usual. В 4 раза быстрее, чем обычно. Okay, would you ask her what she's experiencing? Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас чувствуете? Ну, я как бы вот вижу эту коленку, что ли, вот там какие-то 3 части, как-то так, и какие-то такие, она как бы коричневая такая, и какой-то ореол такой, и даже какие-то такие, может быть, волоски, что-то такое, вот это у меня почему-то. I see this knee as if consisting of 3 parts, and it's surrounded by some fountains and some hairs. This is brown. Oh, good. Brown color. The fountain. Okay. The fountain is a water energy. Fountain? The fountain? Did she say fountain? Фонтан – это значит энергия воды. And the brown color represents earth. А коричневый цвет символизирует землю. So the fluid is cleansing the body physically, Жидкость способна физически очищать тело, as well as energetically. так же, как и энергетически. And the earth is rebuilding the actual tissue in the body. А энергия Земли восстанавливает реальные ткани тела. And she's giving us our next lesson plan. И она даже как бы рассказала нам о следующем этапе, We will be working with the elements and the spirits of them. о плане нашего следующего урока, потому что мы собираемся поговорить о духах. Now I'm going to end with attaching Сейчас я собираюсь закончить тем, что a spiral with just a little bit of red and gold. Направить в эту спираль совсем немного красной и золотой энергии. Those two colors will slowly bring the knee back to life. Эти 2 цвета постепенно вернут колено к жизни. If we just put in the red Если мы просто поместим туда красный цвет or the fire, или огонь, we would inflame the knee. то слишком сильно, тогда мы бы как бы привели к воспалению, что The ли. gold will soften that process, А золотой цвет, он смягчает этот процесс. even while we're restoring the tissue. Особенно в том восстановлении тканей. Can you feel? Можете чувствовать, что Yeah, better.
лучше, гораздо лучше. Good, good. It will keep, usually with an old injury it takes a little while, but you will feel it the rest of today and tomorrow. Обычно, когда травмы, нарушения существуют уже долгое время, занимает какое-то время, пока они исцеляются, но вы будете чувствовать это. Good, good. Thank you. Thank you very much. I love working with the spiral. Я люблю работать со спиралями, For it also represents the DNA. потому что они также символизируют ДНК. We really have two forms of DNA. У нас есть два вида ДНК. One is physical Одна физическая ДНК. and made of the chemical genes. Она состоит из генов, имеющих химические Right строители. next to this physical DNA И прямо рядом с ней is an etheric находится эфирная or ethereal DNA. ДНК. The physical DNA is programmed by the body, Физическая ДНК программируется телом, but also by our culture, а также нашей культурой, which is everywhere around us in a matrix. которая окружает нас повсюду подобно матрице. This human matrix or grid Эта человеческая матрица, как решетка, is dualistic in nature. она дуальна по своей природе. It contains all the opposites. Она состоит из противоположностей. Good, bad, Хорошее, плохое. victim, victor, Вы либо жертва, либо вы насильник, innocent, guilty. агрессор, либо вы невинны, либо вы виноваты. And as long as we're operating on that grid, И до тех пор, пока мы действуем в рамках этой решетки, we will always be in trouble. у нас всегда будет так или иначе проблемы. Our lives will go up and down. Наша жизнь будет развиваться скачками вверх и вниз. The etheric DNA Эфирная ДНК works on a different grid, работает с другой решеткой, which is spiritual in nature. имеющей духовную природу. And on here are concepts and energies, Здесь находятся наши концепции и энергии, such as faith, truth, hope, love. такие как вера, истина, надежда, любовь. They connect to us И они связаны с нами through our etheric DNA через наше эфирное ДНК. in ways that are unique to us. Таким образом, который уникален именно для нас. Each of us is different. Каждый из нас разный. Each of us is a unique combination of spiritual energies. Каждый из нас является уникальной комбинацией духовных энергий. So one of the highest goals of healing Так что одна из высших целей целительства is to open up this etheric energy, в том, чтобы открыть эту эфирную энергию to translate that into the DNA. И транслировать ее в ДНК. And over time, С течением времени our physical bodies begin to shape and change наше физическое тело начинает меняться to reflect our spiritual nature. таким образом, что начинает отражать нашу духовную природу. Any questions on what I've covered so far? Есть ли вопросы по тому, о чем мы говорили до сих пор? Okay. What I'd like you to do, oh, yes. Когда человек, когда говорит, например, по телефону, он может абстрактно рисовать абстрактные кружочки, квадратики, что-то означает ли это что-либо? When a person speaks on phone, he may just of nothing paint some circles, squares. Would it mean anything? Are they whole circles? Вы имеете в виду целые круги? Нет, ну когда человек, скажем, он абстрагируется от постоянной работы ума, и это как бы независимо, да, вы все время что-то рисует. Кто-то рисует елочки, там палочки, квадратики. It's what's called abstract drawing, when you become aloof from reality and you start just drawing something. Somebody drawing anything, but some may draw such figures. Oh, I do that too. Я тоже это делаю. You're really reading the energy that's going on. Скорее всего, вы действительно при этом считываете энергию, с которой взаимодействуете. When we go into a trance state, Когда мы входим в состояние транса, we start to see the mathematical or geometric foundation мы начинаем видеть математические или геометрические of reality. принципы, лежащие в основе реальности. Several times I have participated Несколько раз я участвовала in ceremonies led by shamans and priests in в Peru. церемониях, которые в Перу проводили шаманы и жрецы. The one shaman only worked with symbols Один из шаманов работал только с символами, of different colors. с различных цветов. And
I remember him working with a woman who had appendicitis. Я помню, он работал с женщиной, у которой был аппендицит. She couldn't get to the hospital. И не было возможности привезти ее в больницу. We were 3 hours by boat on the Amazon. Надо было 3 часа плыть на лодке по Амазонке. And he kept making circles over the appendix. А он просто рисовал круги вокруг аппендикса. And the pain stopped. Боль остановилась. 3 days later, she got to the hospital and still had surgery. Через 3 дня ее доставили в госпиталь и сделали операцию. But he was able to hold it with the circles. Но ему удалось с помощью круга задержать, остановить процесс. There was one point where he was working on me. Однажды он поработал со мной. With a clockwise spiral right over my belly. Он работал с моим животом и рисовал спираль, вращающуюся по часовой стрелке. And I completely remembered being a soul. И я помню, как я почувствовал себя душой. Coming into my body in the womb. Почувствовал, как душа входит в мое тело, в лоно. And I remembered when in the womb. Я помню, что в этом лоне. I could hear my parents talking. Я слышала, находясь в лоне, я слышала, как разговаривают мои родители. And I saw all their words. Я даже видела все их слова. Come in through the uterus, through the womb. Которые доносились до меня прямо as symbols. В лоне, и я воспринимала их как символы. And many were still stuck. The angry symbols were still stuck in my body. С тех пор многие из них в виде символов застряли в моем теле. And I spent 3 hours very sick. 3 часа я была очень больна. As all those symbols moved out of my body. Пока все эти символы выходили из моего тела. And I have not had much PMS, premenstrual syndrome, women's problems. No, not since then I have not had. С тех пор у меня не было никаких проблем, в том числе с ПМС и так далее. Yeah, good. Any other question? Есть ли еще вопросы? Okay. I would like you to practice with each other. Сейчас я хочу, чтобы вы потренировались друг с другом. You may want a group of 3. Вероятно, вам лучше собраться в группы по 3 человека. It is helpful to be able to have 2 people looking at one person. Самое лучшее, как делать это упражнение, чтобы 2 человека рассматривали третьего. Look for the broken or misshapen symbols. Попробуйте найти в человеке символы неправильной формы либо разорванные фигуры. Just look for one. Достаточно найти одну. And then, if that person gives you permission, затем, если этот человек даст вам разрешение, just with intention, то с силой намерения, and your hands, if it's okay, если необходимо, с помощью рук, concentrate on fixing that symbol. Сосредоточьтесь на том, чтобы исправить этот символ, скорректировать, придать ему правильную форму. И посмотрите, что будет происходить. You may see the symbols. Вы, может быть, увидите символы. Remember, you can ask the guides what they are. Помните, что вы также можете спрашивать наставников значения. But it's okay also to just feel and get a sense of it. Того, что вы видите. Но если вы просто будете чувствовать, что происходит, это тоже нормально. Any questions on the exercise? Есть ли вопросы по упражнению? You will each take a turn being healed. Упражнение сделайте по очереди друг с другом, чтобы каждый был в роли того, у кого есть символы. Okay. Стоя или сидя? Should we do it sitting or standing? Either way, we're in a small room. Как хотите, видите, у нас помещение небольшое, поэтому как получится. It might be easier if at least some people stand and some sit. Кому-то может быть легче будет стоять, кому-то легче сидеть. I don't know if they can go into the hall or not. Карина, а в коридор нельзя выходить, да? Людям, выходить в коридор, чтобы там упражнения делать, нельзя? Если кто хочет, могут выйти в коридор. Глаза могут быть открыты, либо закрыты, как вам легче. Then we'll go into what I did last night. A little bit of new information.
Прошлый год. Я смотрю, понять. Потому что пытаемся что-то делать. Мне показалось наоборот, что он как раз ну что-то мелькнуло. Я тоже круг, а вот диск. Нет, а что они должны быть все символы в организме? Мне показалось, что какой-то один из них. Сейчас я спрошу. В смысле, давайте вас. Сейчас вы видите, что ваша энергия сердца открылась, раздвинула от себя все этот груз. Чувствуете ли вы сейчас тепло? Что она чувствует? В сердце. Скорее вот здесь. Some cold here. Такое состояние. Я еще к вам подошел, такое легкое напряжение. Слезы. As soon as I came to you, I feel it as Ну, теперь мне еще вот они все против. Probably the 32 chakras. Start with D. Do a little healing with that. I don't have that voice together. I know. How did that work? Ну как у вас получалось? Any questions or comments? Есть ли вопросы или комментарии? Yes.
В человеке сколько может быть символов? Каждый орган свой символ содержит. Или во всем один, как бы, во всем организме? Сколько в человеке символов? Каждый орган содержит символ? Или нет? Или нет? How many symbols are in a person? Each organ contains symbols for it or not? Each organ contains a different symbol. It contains a different letter, a different number. Каждый орган может содержать свой символ, свою букву, свою цифру. So when I actually teach a class on symbols, Или число, когда я провожу специальный семинар по символам, which takes hours, что он может длиться несколько часов. I would teach 12 geometric shapes, Я обучаю 12 геометрическим формам, 12 different numbers, 12 различным числам, 12 different tones, 12 различным тонам, the different colors, различным цветам, and often a different letter, like a Sanskrit а letter. также различным буквам, вроде санскрита. Everything is mathematical. Все можно представить в математическом виде. And so symbols are one representation. Так что символ — это одно из таких представлений. In physics, a lot of reality В физике многая часть реальности is defined by spin, определяется by how fast either спином, то, что называется тем, как быстро a slow-moving particle or wave is going. Либо скоростью движения медленных частиц. We usually call them quarks. Обычно их называют корки. Quarks. You ever heard it? Слышали, да? I can only write it in English. Я могу только по-английски написать. Quark. Yes, these are the slow-moving subatomic particles. Это медленно движущиеся субатомарные частицы. And depending on their information, В зависимости от их информации, or vibration, либо от их вибраций, but vibration is about spin, how it's moving. Вибрация уже означает некое волновое движение или вращение. You create a geometric shape. И в зависимости от этих параметров образуется определенная геометрическая форма. And everything is held in that geometric shape. И все затем уже основывается на этой форме. So a chair, for instance, К примеру, стул might be similar to a rectangle. Можно сравнить с прямоугольником. But when you're really looking at the rectangle, но если вы рассмотрите прямоугольник and spin, и сравнить спин, you don't just look at it in the third dimension, то вы тогда увидите его не только в трехмерном you can see it in all the other dimensions as well. пространстве, и также вы увидите его в других измерениях. So a lot of healing И во многом целительство involves getting out of this fixation of the third dimension. Связано с тем, чтобы выйти за эти рамки третьего и трехмерного Making changes in the etheric or the spiritual dimensions. Пространства и произвести изменения в эфирном или в духовном And that changes what is in here. Тогда меняется то, что внутри. That's partly why we're going to work with these other realms. Частично именно в этом причина, почему мы собираемся поработать с другими мирами. Because there are beings that live outside of the third dimension. Потому что есть существа, живущие за пределами трехмерного мира. As do parts of us. Так же, как и некоторые части нас самих. We can change the spin out there. И мы можем менять эти спины. And change form. Или скорость, и можем также менять с помощью этого форму. The other type of particle. Другой вид частиц. That we're working with. С которыми мы работаем. Which is the psychic particle. Это частица психической энергии. This is the one that moves faster than the speed of light. Именно она движется быстрее скорости света. Is called a tachyon. Называется тахион. So these are the two particles we're really working with. Так что вот два вида частиц, с которыми мы плотно работаем. Any other questions with this? Есть ли еще вопросы по этому материалу? Yes. Вопрос такой. Когда девушка работала со мной, она увидела кинжал в шее. When a lady was working on me, she saw a knife within me. Я попросила ее убрать, и она, когда убрала, у нее в руке появилась боль. Когда вы работали со спиралью, I asked her to remove it, but as soon as she did, she felt pain in her hand. Вот куда убирать вот эту вот энергию? When he was working with the leg of a lady,
where we should remove this energy out? Okay, that's a good question. Это хороший вопрос. You felt, just so everybody can hear, she saw a knife in your neck. Она увидела кинжал у себя в шее. Took it out and she felt pain in her hand. У нее увидели кинжал, и тот, кто вытащил этот кинжал, почувствовал боль в руке. The knife would be there because of a past life situation. Этот кинжал, скорее всего, связан с какой-то ситуацией прошлой жизни. When the soul cannot release or clear its trauma, когда душа не способна отпустить или исцелить свою травму, it's programmed into this body. Она остается и программируется в это тело. One sensitive person, один чувствительный человек, when working on someone else, когда работал на другом, can feel the emotions and the physical pain. Когда работает с другим, он может почувствовать его эмоции, физическую боль, that was stuck in your body. Которая застревает в теле человека. That's the first chakra kinesthetic. Это связано с первой чакрой, с кинестетическими. So whoever was working on you has a very wide open first chakra. Ощущениями. Поэтому, скорее всего, тот, кто с вами работал, у него хорошо работает первая чакра. And can feel what's in other people's bodies. И он может чувствовать as if in their own. То, что в теле другого человека, как в своем собственном. When you're removing what we call negative or harmful energy, когда вы убираете то, что мы называем негативную I always ask the client's guides, болезненную энергию, я всегда прошу наставников клиента, or my own guides, либо моих собственных, to take it and use it. Забрать это и использовать это по назначению. It's not really negative energy. Как правило, это по сути не негативная энергия в абсолютном смысле. It's just energy with information and vibration. Это просто энергия, обладающая своей информацией, своей вибрацией. That's harmful when it's in the wrong place. Которая причиняет вред, когда находится в неправильном месте. Viruses, for instance. Там, где она не должна быть, к примеру, вирусы. Don't want to be in your body. Они не испытывают удовольствия от того, что находится в вашем теле. They're at home other places. Они гораздо лучше себя чувствуют в других местах. So think about being in the body from the point of view of the virus. Поэтому подумайте о том, что пребывать в своем теле с точки зрения вируса. I'm a virus and I'm stuck on this planet. К примеру, я вирус, застрял на этой планете. I'd rather be on my own planet. Но лучше бы мне быть где-то на своей планете. I'm in his water. А вместо этого я где-то в воде. He drinks me. Кто-то меня пьет. And now he's attacking me. Теперь он, так сказать, я стал его врагом. He's at war with me. Он начинает со мной воевать. So what am I going to do? Что же мне делать? I'm going to steal some of his DNA. Ну, я постараюсь украсть ее какой-то ДНК. I'm going to make more of myself. И размножиться. So I have an army. Чтобы у меня была целая армия. So he can't kill me off. Так, чтобы он не смог меня убить. Right? Понимаете? That's really what viruses are. По сути, именно так поступают вирусы. So when we cannot judge. Когда мы не можем судить. Negative energy. Не стоит судить негативная энергия. Or a germ. Или разные or even the knife that's stuck in us. Микробы или даже кинжал, который застрял в нас. We can easily remove it. Когда мы освобождаемся от этих осуждений и суждений, hand it to guides. Тогда мы можем легко удалять это, устранять, и вручать это наставникам. That will take it to a place where it's useful. Которые затем доставят его туда, где оно будет использовано по назначению. One of the reasons I concentrate on working with other beings. Одна из причин, почему я сосредотачиваюсь на работе с другими существами. Is it's easier for them to do things than us. Потому что им бывает гораздо легче что-то делать, чем нам. We can do it. Мы тоже могли бы это сделать. We can take out a knife. Мы можем взять нож. From a past life. Кинжал из прошлой жизни. Journey back through time. Путешествовать обратно во времени. Like you did last night. Как вы делали это вчера вечером. Hand it back to the enemy. Вернуть его нашему врагу, который его в нас засадил. And say, please don't use this on me. И сказать ему, слушай, может лучше не будешь использовать его, пожалуйста. It's long to не do надо it that way. это делать, но это займет гораздо дольше времени. Any other questions? Есть еще вопросы? Okay. Yes. А если ничего не видишь? What if I don't see nothing? Я не вижу ничего. I don't see Смотрю nothing. человека, у меня, может быть, возникают какие-то ощущения, фигуры, скорее мысленные.
Но вижу, ничего не вижу. I see, I look at the person, I see some feelings, maybe mental figures, but don't see anything. Yeah, so you're still working more with kinesthetic. Я думаю, вы по-прежнему with больше работаете с кинестетически. With the sensing rather than the clairvoyance. С чувствами и ощущениями больше, чем с ясновидением. For those of you who are still having a hard time working with the third eye, те, кому еще до сих пор трудно работать с третьим глазом, work through your heart for a while. Какое-то время поработайте с сердцем. Imagine that you're bringing the energy Представьте, что вы призываете энергию of the third eye третьего глаза, down to the heart, опускайте ее в сердце, and that you have a heart, an eye in here, и что у вас глаз находится в области сердца, and you're looking through it. и вы смотрите через него. You will still mainly get senses and Вы feelings, по-прежнему в основном будете получать чувства, ощущения. but after a while it will be like you are dreaming at night. Но через какое-то время это будет похоже, как будто вы видите сон. When we dream, И когда мы спим, видим сон, we leave the body usually through the heart. обычно мы оставляем тело через сердце. And most of us have some sort of visions И у большинства из нас приходят свои видения when we're dreaming. во сне. So you're therefore going to use that dreaming sight. Поэтому в таком случае можно использовать вот это зрение как бы and start training your body to do that. подобное тому, как во сне, и таким образом тренировать, обучать свое тело. So practice with it, and we'll see how that goes for you. Поработайте с этим, попрактикуйте и посмотрите, как будет получаться. We're going to begin working with the world of nature. Сейчас мы начнем работать с миром природы. This is typically accessed Обычно к нему обращаются through the 10th chakra, which is underneath the feet. через 10-ю чакру под стопами. Some people are born Некоторые люди рождаются being able to hear, listen to, and connect with со nature. способностью слышать, воспринимать, быть в контакте с природой. Because we have bodies, Так как у нас есть тела, and our cells are made out of nature, наши клетки состоят из энергии природы. all of us can connect with these different beings. Все мы способны вступать в контакт с этими разными существами. We are briefly going to talk about Мы вкратце поговорим the elements об элементах, and the elemental beings or deities, а также о сущностях элементов или о их божествах, the devas, о девах, different kinds of beings from the fairy realm, о различных видах существ из мира фей, which also includes different kinds of creatures. которые также включают различных существ And we're also going to talk about how to connect в форме животных. Мы также поговорим о том, как связываться with the living spirits с живыми духами of plants растений and animal и life. животных. All right. We'll begin with elements. Начнем с элементов. С элементалей. Okay. There are many types of elements. Есть много видов элементалей. We're going to work with the basic four, Мы поработаем с основными четырьмя. which is fire, Все-таки, я думаю, это элементы. water, Огонь, вода, air, воздух and earth. и земля. Your body is essentially made out of these four elements. Наше тело в основном состоит из этих четырех элементов. There are 6 others, Существует еще 6 других. but if you can learn about these four, Но если вы освоите хотя бы эти 4, you can attract what you want in your life, вы сможете притягивать в свою жизнь то, что хотите. and you can do healing work on your body. И сможете исцелять собственное тело. Every element Каждый элемент is accompanied сопровождается by their own sets of elemental beings. своим собственным набором или видом существ, связанных с элементами. So there are fire spirits, К примеру, есть духи огня, water spirits, есть духи воды, air spirits, есть духи воздуха and earth и spirits. духи земли. When I'm, for instance, doing physical healing work on К somebody, примеру, когда я занимаюсь физическим исцелением кого-то, I often ask the spirits of these я elements часто прошу духов этих элементов, to do the work for me. чтобы они сделали то, что должно быть сделано. They know more than I do. Потому что они знают больше меня, как Now, это делать. any of these elements can be helpful
Любые из этих элементов могут быть полезными, здоровыми, or harmful. могут помогать либо причинять вред. Let's pretend you have a cut and an infection. Допустим, у вас какой-то порез и инфекция в нем. Your body sends fire Ваше тело направляет туда энергию огня, to burn out the germs. чтобы сжечь микробы. But that's also what causes the inflammation Но та же самая энергия огня приводит к воспалению and the pain. и к боли. The body sends fluids or water Тело направляет туда жидкость или воду, to cleanse and wash out the germs. чтобы удалить эти микробы, очистить рану. But that's also what causes the swelling. Но это также приводит к загноению. The body tries to protect the wound Тело пытается защитить рану from the air от воздуха by clotting and closing up. тем, чтобы изолировать рану, закрыть ее. But the wound needs to breathe Но рана нуждается также в том, чтобы дышать, to get rid of the pus and the infection. чтобы освобождаться от инфекции. The tissues themselves Сами ткани are made out of earth. состоят из энергии Земли, The body needs to rebuild with that. и телу необходимо восстанавливать ткани. But if we get too much earth in one spot in the body, Но если в теле в каком-то месте слишком много энергии Земли, we get cysts. Cysts or tumors. Возникают опухоли And или potentially наростки, cancer. и даже может появиться рак. I like to ask the different beings Я могу просить различные существа, to help move these energies around, попросить их двигать эти энергии, to facilitate healing. обеспечить необходимой энергией, чтобы создать условия для исцеления. Can I show on somebody who perhaps has a physical Я бы issue? сейчас хотела продемонстрировать на ком-то, у кого есть какие-то физические проблемы. Okay. Could you explain? Расскажите, пожалуйста. Ну, у меня физически с желудком. I have physical issues with my stomach. Постоянные боли и как уплотнение здесь. Pains, and I feel tension there, as if it's dense. Because she's telling me that there's a lot of denseness in there, Так как она мне рассказывает, что чувствует там уплотнение, I think we have two things going on. думаю, там происходят две вещи. Just working with these four elements. Если просто работать с этими четырьмя элементами, Too much earth, something is stuck. слишком много энергии Земли, что-то застряло. The body sending fire, Тело посылает туда энергию огня, which is causing inflammation. которая вызывает воспаление. All right. So there's many other elements Есть также множество других элементов, we can draw from. которые можно использовать. There's wood, Дерево, stone, камень, metal, металл, ether, эфир. which has to do with spiritual energies, Эфир связан с духовными энергиями. light, Свет and star. и звезды. Now, I'm only covering these И я рассказываю о них, because I know that to bring a body into balance, потому что знаю, что чтобы вернуть тело в равновесие, we use wood. мы используем энергию дерева. I, however, just could have put my hands on her, Однако я могла бы просто прикоснуться к ней руками, connected with the elementals in her body, соединиться с элементами в ее and теле had them help fix the situation. и попросить, чтобы они изменили, исправили ситуацию. So I'm going to take just a moment Поэтому я собираюсь to work with this. потратить некоторое время, чтобы поработать с этим. We are then going to do a group meditation, Затем мы проведем медитацию в группе, so I can have you meet some of the elementals, так что вы встретитесь с определенными and then we'll take a short break. элементами или духами, и затем мы сделаем короткий перерыв. Yeah, it's all over. I can't touch it all. It's too big an area for me to touch all of it. Я даже не могу охватить все области руками, слишком большая область. There again is why I like to work with different kind of helpers. Именно поэтому мне опять же нравится работать, использовать помощь помощников. Because I'm limited. Потому что я сама ограничена. All right. Now I'm first getting a picture of the fire elementals. В первую очередь я вижу картинки элементов огня. To me, they look like little happy sparks.
то есть их духи, видимо, они называются элементали, они выглядят как маленькие искры. And they're first telling what I would call the metal beings. Metal? They're talking to the metal beings. И сначала я вижу, как они общаются, разговаривают с существами металла. And telling them that there's too many in here. И пытаются им сказать, что их там слишком много. And they're sending them away. И пытаются их послать оттуда. So I would say that on a physical basis, Я бы сказал, что на физическом плане you have some what's called heavy metal toxicity. у вас токсикация тяжелыми металлами, Metals in the body, которые скопились в теле, probably acquired during childhood. скорее всего, с детства. And that's going to affect her enzymes. Это, в свою очередь, влияет на энзимы. Keep her from fully digesting the food. И не позволяет как следует перевариваться пище. And because of that, she probably has what's called candida. Скорее всего, из-за этого у нее то, что называется кандида. Which is a yeast infection. Это такой восточный вид инфекции. So I'm concentrating for a minute on the liver. Какое-то время я сосредоточусь на печени. And I'm not really doing anything. Я по сути ничего не делаю. I'm asking the helpers to do it. Я прошу помощников это сделать. Инфекция грибов. Извините, инфекция грибов. Oh, okay. I wouldn't know. Anybody could say anything to me and I wouldn't know what it was. Okay, would you ask her how she's feeling? Как вы чувствуете себя? Я чувствую и спереди, и сзади как холод, но такое приятное, как охлаждение. I feel cold in front and in back, but it's a pleasant cold, as if some cooling when it's too hot. Remember I had the fire beings helping? Помните, я сказала, что нам помогают сущности огня. They took the metal and burned it out. Они забрали этот металл и сожгли его. So now that inflammation doesn't need to be there. Так что теперь там нет необходимости воспаления и в энергии огня. So now we're going to add the wood. Сейчас мы собираемся добавить энергию дерева, Which brings balance. Которая приносит равновесие into the stomach. В области живота. And restore her digestive enzymes. И восстанавливает баланс этих энзимов. It's making my stomach rumble. Я даже чувствую ощущение в собственном животе. Что вы чувствуете сейчас? Когда я вышла, у меня было еще уплотнение, и оно присутствовало, когда вот так, слева, справа клали руку, а вот когда непосредственно на него положили, оно прошло. When you put your hands exactly on that tension area, it was removed. Yeah. Now the body's healing. Сейчас тело исцеляется. Now, because none of us have unlimited time. И так как ни у кого из нас нет бесконечного времени, I'm just going to ask that the elementals in her body мы ограничены во времени, я прошу просто, чтобы элементы тела keep going with the healing. Продолжали процесс исцеления. They'll probably start working on the intestines. Скорее всего, они перейдут к работе с кишечником. Because they'll need to get rid of the candida. Потому что ей надо избавиться от вот этих грибков. And so she can help by drinking a lot of water. И она может помочь этому процессу тем, что будет пить побольше воды. Little bit of lemon juice. Немного лимонного сока. And maybe some extra zinc and B vitamins. Zinc. Может быть, добавки витамины В и цинк. Zinc, yeah. Because if the body releases the candida too fast. Потому что если тело слишком быстро избавится от этих грибков. Or the heavy metals too quickly. Или от тяжелых металлов. She'll get diarrhea. То будет расстройство кишечника. That's another reason I like working with the elemental beings. Это другая причина, почему мне нравится работать с сущностями элементов. They can take this out of her body. Они могут убрать все, что нужно из-за тела. So she doesn't have to get sick while she's getting well. Здоровым образом, так что не надо будет испытывать другие расстройства. Very good. Очень хорошо. You okay?
Как вы Good. порядке? Good. Thank you. Thank you. So would you like to meet some elemental beings? Итак, есть ли у вас желание встретиться с сущностями элементов? All right, get comfortable. Сядьте, пожалуйста, поудобнее. You can keep your eyes open or close them. Глаза можно держать открытыми или закрытыми. Take a few deep breaths. Сделайте несколько глубоких вдохов. And I want you to trust your body's knowledge. Сейчас я хочу, чтобы вы доверяли знанию своего тела. Bring your focus or consciousness Сосредоточьте фокус внимания, сознания to whatever part of your body wants attention. на любой части своего тела, которая хочет вашего внимания. And simply breathe into that sight. И просто дышите этим местом. Your intuitive abilities will open, Ваши интуитивные способности откроются, which include your abilities to sense or know, что включает ваши способности ощущать, чувствовать, знать, to hear guidance, слышать наставления, or to see images. либо видеть образы. And I want you to get a sense of what is happening with the elements Я хочу, чтобы вы ощутили, почувствовали, что происходит с элементами in this part of your body. в этой части вашего тела. First, I'm going to have you search for fire beings. Сначала я хочу, чтобы вы заметили там существа огня. And just ask them to show themselves to you. Просто попросите их показать себя вам. Again, you could hear, Опять же, вы можете услышать, sense, почувствовать, or see them. либо увидеть их. What are they like to you? Какими они предстают перед вами. And what do they want to tell or show you? И что они хотят показать или сказать вам. Next, I want you to ask the water beings Дальше я хочу, чтобы вы попросили существа воды to introduce themselves to you. предстать перед вами. Feel, sense, or hear them. Почувствуйте, услышьте или увидьте их. And what are they doing in this part of your body? И спросите, узнайте, что они делают в этой части вашего тела. What do they want to reveal to you? Что они хотят открыть вам. Even in the body there is air, Даже в теле присутствует воздух, and there are air beings. и там есть существа воздуха. Ask to be able to sense and introduce yourself to them. Попросите о способности представить себя им и их вам. And what have they been doing in this part of the body? Спросите, узнайте, что они делают в этой части вашего тела. And finally, get a sense of the earth elementals. И, наконец, заметьте там элементы Земли. How have they been interacting in this area? Каким образом они взаимодействуют с этой областью вашего тела. Now ask these four beings Спросите все 4 вида этих существ. to interact with each other Попросите их взаимодействовать друг с другом, and to do what needs to be done так, чтобы сделать то, что должно быть сделано. to bring this part of your body Чтобы эта часть вашего тела into health and balance. пришла в здоровое и уравновешенное состояние. Just accept and experience the changes. Просто принимайте, воспринимайте и ощущайте изменения. Ask them to invite Попросите их пригласить any other type of being into this space любые другие виды существ, элементов if they and their elements would be helpful. в эту область, если они или их элементы будут полезны там. And if you want,
Если хотите, you can ask these elemental beings можете попросить сущность этих элементов to restore balance восстановить равновесие to any other part of your body. в любых других частях вашего тела. To do so gently И попросите их сделать это мягко and easily. и легко. Now take a few more breaths. Сделайте еще несколько глубоких вдохов. And know that your body will continue to transform and change И знайте, что ваше тело будет продолжать without you having to focus on it. меняться и трансформироваться без вашего осознания. And open your eyes when you're ready. Без необходимости вашего сосредоточения на этом процессе. Когда будете готовы, можете открывать глаза. We'll take a 10-minute break. Сейчас мы сделаем перерыв на 10 минут. We'll come back and finish the nature world. Вернемся и закончим рассмотрение And then мира take a lunch break. природы и затем сделаем перерыв на обед. Вот, поработать. Any questions on the elements and what you saw or felt in your bodies? Есть ли вопросы по элементам природы, по тому, что вы чувствовали или видели в своем теле? Besides the elements, there are many, many, many beings of nature. Кроме элементов существует еще очень-очень много других существ природы. I frequently like to work with the devas. Мне часто нравится работать с девами. These are spirits that are in relationship Это те духи, которые в взаимоотношениях with almost every concrete object or reality. Практически со всеми конкретными объектами или элементами реальности. Their job is to tend to that object, to take care of that object. И по сути их как бы функция, что ли, их задача как раз в том, чтобы как бы заботиться, управлять определенным объектом или элементом реальности. But also manage that object's relationship, say, with people. Но также они управляют взаимосвязями этих объектов с людьми. So there are money devas. Взаимодействием. Так что есть, например, девы денег. That I encourage people to work with if they have financial problems. Я вдохновляю людей обращаться к ним, если у них проблемы с финансами. There are chair devas. Есть дева стульев. There are sunlight devas. Есть девы солнечного света. They weave energy. Они как бы плетут энергию. When I see them in my mind's eyes, когда я вижу их внутренним зрением, I see long, thin beings of light. Я вижу длинные, тонкие лучи света. It's as if they have wings. Как если бы у них были крылья. And they bring energies together. И они сплетают энергии вместе. Much like bees do, for instance. Очень похоже, как это делают пчелы. There have been science studies on the dance of the bees. Ученые изучали танец пчелы. And that the bees' dance mirror what's going on with the solstice and equinox. The bees' dance changes as the sun changes. И танец пчелы, он меняется в соответствии с положением солнца на небосклоне. And I think bees think they are making the sun change. И я даже думаю, что, вероятно, они влияют на движение солнца. I like to describe the power of devas. Мне нравится рассказывать о могуществе девов. By talking about the story of Findhorn. Рассказывая историю Финдхорна. How many of you have heard of Findhorn, a healing center in Scotland? Кто слышал о центре Финдхорна, целительском центре в Шотландии? Well, a small group of people received a vision. Маленькая группа людей, к ним пришло видение, that they were supposed to start a healing center что им нужно организовать, основать целительский центр in Scotland, в Шотландии, in the middle of nowhere. Где вообще ничего не было. They had no money. У них не было даже денег. So they went to this place. Так что они отправились в это место. They couldn't buy the land. И даже не могли там купить землю. They had no money. Потому что у них не было денег. So the farmer gave them the land. И фермер просто дал им эту землю. They were then told they were supposed to start building. Затем они получили информацию, что им надо начать строить. But with no money, но у них не было денег. They couldn't make anything happen. Как они могли что-то построить? They couldn't even afford a shovel.
Они даже не могли купить себе лопату. So they asked the shovel deva to help them. Поэтому они обратились к Деву, богу лопаток, чтобы он And they помог. looked down, Посмотрели вниз, and a shovel had materialized и материализовалась лопата. right at their feet. Прямо у них перед ногами, под ногами. So if you need a shovel, Так что если вам понадобится лопатка, ask the deva. попросите Деву. Fairies Феи are a whole group of beings. — это целая группа, целая категория разных видов существ. The Celts and the Druids К примеру, кельты и друиды of a long time ago много веков назад believed that there were 3 countries or lands. в их представлении было 3 страны, There was the underworld, 3 мира. Нижний мир. and the fairies ran the underworld, Там управляют существа категории феи. as did the elements and the elementals. Также элементы и элементалии. There was the middle world, Есть средний мир, which humans ran, в котором в основном обитают люди, человекоподобные. and there was the overworld, И есть верхний мир, with the higher spirits. где управляет всем высший дух. In running the underworld, В нижнем мире, the fairies got quite tired управляя им, феи довольно устают. of human beings. Они устали от присутствия человека, проникновения человека в этот мир. Fairies do not like metal, Им не нравятся металлы, anything man-made, им вообще не нравится все, что изготавливают люди. such as arms or plastics, Все это пластмасса и так далее. or pollution. Все, что загрязняет землю. For quite a long time, И длительное время it is said that humans dwelled говорилось, что люди in relationship with the fairies, могли контактировать с миром фей, but that becoming tired of us, но они устали от нас, the fairies went into a different realm or dimension. утомились и переместились от нас в другое измерение. They still exist, however. Однако они до сих пор существуют. They often show up for children, Часто они приходят к детям, people very pure of heart, к людям, у которых очень чистое сердце, and people who want to connect with nature. к тем, кто хочет, кому нравится вступать в контакт, общаться с природой. There is a retreat center Есть один целительский центр, in an American state центр отдыха в Америке. where people can see the fairies. Такое место, где люди могут общаться с феями. There are also many fairies Также есть много фей in certain nature spots в определенных уголках природы around the world. по всему миру. There are many kinds of fairies. Есть много видов существ из категории фей. There are the beings that we actually call the fairies. Это, во-первых, те, кого мы непосредственно называем феями. Yeah. What do you mean by selfies? Are they in this too? Selfies. By what? По-русски сказать это. Сильфиды. Она рассказывала, да? Я спрашиваю. Do you know what selfies? A sylph? Selfies. A sylph? I know what a sylph is. Она знает сильфов. Сильфиды. In Russian. No. Сильфов знает. No, I don't know how it А сильфидов translates. не Maybe we слышно. don't Может, know how to translate. Yeah, it's a translation. по-другому. Yeah, there are many types, and they're different in different countries often as Есть well. много различных таких существ, и в разных странах они могут быть известны под разными именами. And you're probably talking about one of this group of fairies Скорее всего, они принадлежат также к категории фей, that are local. местных. But there's fairies of water, Есть также феи воды, certain plants, определенных растений, different kind of reptiles, различных рептилий, butterflies. бабочек. Their job is to take care of some living form Их задача в том, чтобы заботиться о какой-либо живой форме, and to keep it alive. форме жизни и поддерживать в ней жизнь. There are also gnomes, Есть также гномы, which are beings that are more related to elements like rocks and stones. они больше связаны с камнями, со скалами, Somebody would contact a gnome, for instance, с горами. Кто-то может вступить в контакт с гномом, if they want to gain knowledge or history. когда хочет узнать, получить какое-то знание или узнать историю. Stones are the bones of the earth. Камни считаются
костями, скелетом земли. They contain and remember all knowledge. Они содержат в себе все знания. For practicals, like a practical example, В качестве практического примера would be if somebody has a bone disease можно привести такой пример. Если у кого-то заболевание костей, or a broken bone, либо сломанная кость, I would work with stone, я бы работала с камнями, stone beings, с существами камней, с or энергией gnomes. камней или с гномами. Any in the fairy Любые существа из категории фей, want to fix things. им нравится что-то исправлять. There are dwarves. Есть также карлики. And here I like to tell the story of the first time Здесь я хочу рассказать историю that I met a dwarf, that I met one. первого, как я впервые встретилась с гномом. I was in Central С America, карликом. Я была тогда в Центральной Америке, in a country called Belize. в стране Белиз. My friend Kathy was with me. Моя подруга Катя тоже была с I нами. was leading a group of people in the jungle. Я тогда была гидом группы людей в джунглях. And we came to a sculpture center, an art center. В джунглях. Мы зашли в центр, где продавали скульптуры. 5 sisters, or 4 or 5 sisters, 4 или 5 сестер, named the Garcia sisters, которых называли сестры Гарсия, lived there. жили там. And they made beautiful statues. И изготавливали прекрасные, чудесные скульптуры. My guide told me to buy Мой наставник сказал мне, что я должна купить this short, ugly rock такой короткий, уродливо выглядящий камень, that had nothing artistic который вообще не похож был на of произведение any sort. искусства, ни на какое. And I held it Я держала его and said, why should I buy this? и начал удивляться, а почему я должна его покупать? They said, just buy it. А наставники сказали мне, просто купи. So they wrapped it in lots of newspaper, Мне завернули его как следует в газеты, в много газет. thinking I cared about bringing it home. Наверное, беспокоясь, чтобы он в сохранности доехал ко мне до дома. And when I was in the bus, Думали, что я повезу его домой. И когда уже в автобусе, the whole package began to heat up, весь пакет начал разогреваться, as if it was on fire, как будто там был огонь внутри. right? I passed it around the bus, Я начала передавать его людям в автобусе. and everybody felt the heat. И каждый чувствовал это тепло, жар. And I finally asked the rock Наконец я спросила у камня, what it was, что это такое. and it said it was a dwarf, Он сказал, что это карлик, and that it would grant wishes. и что он исполняет желания. That's what dwarfs say they do. По крайней мере, так карлики говорят, So everyone in the bus что они это делают. Так began что to make wishes, все в автобусе начали загадывать желания. and they all came true, И все они исполнились. but not in the way you would think. Но не так, как ожидали. They were very tricky. Так что они очень хитрые. So the moral of the story Мораль этой истории is when you work with dwarves, такова, что если вы общаетесь с карликами, don't believe them. не стоит им особенно верить и They're доверять. like children. Они как дети. When you ask them if they have cleaned their room, Если вы спросите их, убрались ли они в комнате, they say они yes. скажут, да, да, убрались. They put everything under the bed. Потому что все засунули под кровать. There are also elves. Есть также эльфы. Elves are really about 4 to 5 feet tall. Они где-то такой высоты, метр, с метр высоты. They do not like to be seen by human beings. Даже меньше. И они не любят, чтобы их видели люди. Because if you see them, Потому что если вы их увидите, they also have to do им также придется what you tell them to do. исполнять то, что вы скажете. Now, I wouldn't trust an elf Я бы лично не доверяла any эльфам, more than I would trust a dwarf. так же, как карликам. It is said that they will lead you to money, Обычно считается, что они могут привести вас к деньгам, but they will not tell you how they will get you there. но они не скажут вам, как именно туда идти. They may tell you that the money is over there Они могут сказать вам, что деньги там, and fail to point out но не укажут, that there is a cliff при этом не скажет вам, что на пути там обрыв, you cannot see который вы не видите, to get there. чтобы попасть туда. We have elves in my house. У меня дома есть эльфы.
I started to notice that everything in the house Я начал замечать, что все в доме, was being moved around. вещи постоянно перемещаются куда-то. Now I have 2 sons, У меня 2 сына, 2 dogs, 2 собаки and 2 turtles. и 2 черепахи. One of the turtles Одна из черепах believes that she runs the house. верит, что она хозяйка дома. I think she invited the elves in Скорее всего, именно она пригласила туда because эльфов. everything was getting lost. Потому что все постоянно вещи теряются. And that is one game elves will play. Это одна из игр, в которые любят играть. I was once in another country, Однажды я уехала в другую страну. and something in my bag, my house keys actually, И на самом деле мои ключи от дома disappeared. исчезли из чемодана. They were gone. Исчезли, я не могла их But I найти. knew they were there. Но я точно знала, что они должны быть там. I went home. Я вернулась домой. I hide a key under my mat. Обычно я прячу ключи под ковриком. So myself, I can get in, Так что, если надо, я могу выйти as can all the thieves. в свой дом. But I went through the pack. Так же, как и различные воры. No, Но я no keys. зашла, и нету ключей. A day later, Через день I picked up the pack, я взяла jangled it, вот этот пакет, свои вещи, and there were the keys. с которыми ездила, вытряхнула, и там оказались That's ключи. what elves do. Это то, что делают эльфы. So I was telling my youngest son, Gabriel, Я сказала своему младшему сыну, Габриэлю, that we had elves. что у нас эльфы. And he said, Mommy, can you hear them? А он говорит, мама, а ты можешь их слышать? And I said, a little bit. Я говорю, немножко. And I listened, I could hear some chatter. Я услышала, что слышу какой-то разговор, And he said, Mommy, I can't hear them. голос. Он говорит, мама, а я их не могу слышать. And he came up with a solution. И он придумал решение. He had me lie on the bed. Он попросил меня лечь на кровать, He laid next to me. а сам лег рядом со He мной. put his ear next to mine. А свое ухо прислонил к моему. And then he could hear the elves. И таким образом ему удалось их тоже услышать. So now he tells me Сейчас он мне рассказывает. when the elves are going to take something. Он уже знает, когда эльфы собираются что-то, какую-то вещь забрать, и предупреждает меня. I'm trying to teach him Я стараюсь научить его. to tell them Советую ему, чтобы он сказал им, to stop that. попросил их перестать это делать. Even though I live И даже хотя я живу in America, в Америке, where no one believes in these things, где, как правило, никто в это не верит, and I live in the suburbs, и живу за городом, these beings still exist. тем не менее, на окраине города, тем не менее, существа там есть. Have any of you ever felt like you had seen Кто-то из вас был опыт, как будто or вы видели experienced any of или these чувствовали beings? какие-то такие существа? Я хочу сказать, что я лично не видела, но моя знакомая, она рассказала такую же историю, которую вы сейчас рассказали про карлика. Причем практически один в один. Она нашла камень в форме маленького черепа, который жутко нагревал то, в чем она его несла. И действительно он исполнял желания, причем она об этом сначала не догадывалась. Но параллельно случались неприятные вещи, даже вот довольно-таки грустные. То есть он исполнял желания, в то же время делал очень неприятную вещь. She didn't see them personally, but she knows a story from a friend which was exactly the same as you told. She found some stone which was skull shaped. It was hitting its container and was fulfilling desires, but at the same time some sad things would happen. So in exchange of fulfilling desire, something sad was happening. Exactly. They're very tricky. Да, я же сказала, они очень хитрые, непростые существа. One time, my dog, one of my 2 dogs, the one that's not blind or deaf, Одна из моих собак, которая не глухая, не слепая, was chasing its tail for hours. однажды гонялась за своим хвостом несколько часов. For no reason. Просто без причины. And there was an elf on there. А у нее на хвосте сидел эльф. My son told me. И как мне рассказал. Just bothering the dog. Он просто хотел собачке беспокойства доставить. They have their own idea of fun. Так что они по-своему веселятся, так сказать. Is there another story? Есть ли еще у кого-то история? У меня был случай, когда я с вечера клала серьги на полочку, а с утра я их не нашла. Мы даже переехали из этой квартиры, мы так их и не нашли.
Эльфы, бывает, что эльфы не возвращают She вещи? had some story when she put the earrings on the shelf and she couldn't find them in the morning. They just disappeared and never she found them again, so they just moved from that flat. Is it possible they take things and never return back? Oh yes, they like shiny things. Да, им нравятся вот всякие блестящие В той украшения. квартире у нас было вещи, пропадали бесследно, ни дети, никто не мог объяснить. Мелкие вещи исчезали. In that flat always Один some раз small пропали самые крупные вещи, пропали часы вот такого things would размера. disappear. Nobody could find them, and the biggest thing disappeared was watches. Yeah. They love shiny things in jewelry. Им очень нравятся блестящие различные Or украшения. buttons. They like buttons. Вот пуговицы тоже нравятся. And they bring them to their dimension. Они их забирают в свое измерение. Many people say if you have fairies or elves, Многие люди говорят, что если у вас есть эльфы или феи, the best way to make sure то самое лучшее, that you're safe как обеспечить свою безопасность, is to leave offerings. это давать им какие-то подношения, оставлять. So it's different offerings in different cultures. В различных культурах приняты разные подношения. In the Native American communities, К примеру, вот в сообществах коренных народов Америки they might leave some tobacco они оставляют табак, or pieces of cloth with prayers on them. кусочки ткани с молитвами на них. I have a friend who leaves Tabasco or soy sauce. Один мой друг живет в одном... Tabasco or soy sauce. Оставляет соевый соус. You can leave cookies Можно оставлять печенье, or milk молоко. or just give them some buttons. Или просто дать им какие-то пуговицы. Yes. У меня есть двоюродная сестра, я живу за городом в Московской области, и у нас очень красивый лес, карьер, где много камней. И однажды мы часто ходим в лес гулять, когда вместе. Я беру всегда табак, хлеб для духов и кормлю их всегда. I have a cousin and we often go to forest with her and I bring with me bread. Хлеб и что еще брать? Хлеб и табак. Bread and tobacco Однажды мы to пришли offerings. в карьере было небольшое озеро, Once образовалось. they came to some lake. И мы покормили духов, было такое ощущение, что там к нам, ну, в общем-то, такое недоверие, даже агрессия к нам была направлена. Мы покормили этих духов. They felt as if some aggression is directed towards them and they made this offering and it was softened. Потом мы начали копаться в камнях, которые там были. И сестра нашла камень, похожий на голову дельфина с дырочкой. Когда я увидела, я сказала духам, что я тоже хочу найти какой-нибудь талисман. Then they И started начала копаться в to камешках. search for some stones and they found stone which had a form of the head of a dolphin with eyes and everything.